Первый сезон Махача был огонь. Второй будет еще жарче. Добро пожаловать на пресс-конференцию. Всем привет! Сегодня мы рады вас видеть всех на нашей конференции. Это первая наша встреча вне ринга. Сегодня мы хотим вас поближе познакомить с бойцами, разобрать их текущие бои и просто поближе познакомиться друг с другом. Сегодня у нас в зале представлены наши жюри. Артем Лобов, известный боец, наша звезда. Спасибо, Тёма, что ты с нами. Филипп Марвин, руфер-экстремал, он же противник Тамаева и наш хороший друг. Максим Маджиков, спортивный журналист и один из лучших комментаторов. Спасибо, что с нами. Саша Шарко, владелец канала Gym Fit Info, на связи. Также Саня помогает с развитием нашего канала. Спасибо, Сань. Один из любимых наших членов жюри, Паша Крепче Стали. Поздравляем тебя с 1 миллионом подписчиков на Ютубе. Наши известные боксеры, наш главный судья Слава Сенченко, 4-кратный чемпион мира. Славуня. Рядом с ним Саша Захожий, это просто гигант, тяжеловес. Можешь подняться? Покажите, какой он здоровый. 123 килограмма. И наши звездные бойцы Великовский Андрей и Великовский младший. Забыл имя. Егор, извини. Шутка. Так, сегодня я хочу вам еще немножко рассказать о наших планах на будущее. Много кто у нас интересуется в комментариях, к чему мы идем. Смотрите, друзья, мы вводим чемпионские пояса. Весовые категории у нас начинаются с 55 килограмм. Шаг в 5 килограмм. То есть 55-60, 60-65 и так до 90. Потом следующая категория 90-110 и супертяж 110+. Также мы сегодня анонсировали наше гран-при. Оно стартует с 3-го сезона. Победитель гран-при получит Toyota Camry, новую 70-очку. Детали вы узнаете в дальнейших наших пресс-конференциях и в наших соцсетях. Поэтому следите, пожалуйста, за нами, подписывайтесь, ставьте лайки и поддерживайте бойцов. А теперь я готов пригласить к нам первых наших бойцов. Паша Павлов. Не стесняйся, Пашка, давай быстрее к нам. Здорово. Фетлин Реал, он же выключатель. Убежал, не хочет здороваться. Наша антизвезда или звезда Думал Владимир по прозвищу Пижон, он же алкоголик, он же плохой человек. Его оппонент Симбаба Игорь по прозвищу Симба. Крокис Артем по прозвищу Лис. Этот парень, если что, говорил известную фразу касательно топ-дога. Регбист, там, извини. Рупайло Ростислав, он же Танос. Так, попрошу не стесняться. Давайте, ребята, поговорим о вас. Начнем мы с Паши. Паша, ты там уже звезда шостки, наверное? Ну, понятное дело. Тут я не спорю. Расскажи, все пожалуйста, Украины. о себе. Как ты вот начинал? Как ты попал в спорт? Вот эту вот историю. Всем интересно. Да, ну, пошел на бокс в 7 лет. Отец предложил, мне оно нравилось. Начал тренироваться в шостке. Ну, был маленький вообще, в принципе. Ну, 9 класс я поступил в Бровары. 33 килограмма, Ну, это вообще ребенок. Ну да, и 1,48 м. Когда у меня весовая была 33, получается, мне уже надо было бы... Ну, 35,5, чуть-чуть поднабрал. Ну, мне надо было уже боксировать в 46. Ну, получается, разница большая. И я не боксировал в официальных соревнованиях, получается, везде, ну, такие соревнования, как чемпионат Украины, отбор на Европу, везде я был мимо. Из-за этого меня это сильно паяло, можно сказать. Я расстраивался, ну, такое, уже не верил в себя. Ну, потом резко у меня вес пошел, в принципе, и влился я уже... До 59. Ну да, гантельки. Нет. Первый вес мой официальный был 49.
Получается, это уже минимальный официальный вес по молодежи. Да, кстати, в 46 я гантели в трусы всовывал. Да, и в 49 уже только влился в официальный вес, выиграл Украину и поехал на Европу, получается, залился, ну, четко. На Европе чуть пролетел, там русскому, ну, равный бой, русский вторым стал, ну, то не важно. И потом уже вес пошел, начал гонять в 52, 52 тоже стал вторым до 22 лет, 18 свои, получается. А потом уже, ну, как, можно сказать, ну, уже завязал с боксом, ушел. И, получается, занимаюсь сейчас кулачными боями. Красавчик, спасибо. А что родители сказали, если не секрет? Да, ну, меня все поняли, как бы я как решил, так и было. Ну, Просто все думают в комментариях, что ему лет 15. Ну, На я самом знаю. деле... ему сегодня 20 лет, кстати. Давайте поздравим Пашу. Не, ну, отец, как бы, ну, у нас с ним такое общение с самого детства, но это он меня научил, что, как бы, ну, я для него сын, друг и брат, получается. Ну, у нас такие общения, мы на любые темы разговариваем с ним. Ну, у меня, как бы, семья развелась, и я, ну, с 13 лет с отцом вдвоем живу. Ну, и получается, ну, мать, все остальные, как бы, ну, а зачем, там, не опасно ли? Ну, я говорю, ну, я, как бы, занимался боксом всю свою жизнь, как бы, ну, и, ну, не то, что незачем занимался, ну, как бы я не получил того, ну, что я хотел от бокса. Ну, как бы увидел вот это, ну, анонс Махача, париматч, как бы тут как минимум можно получить, ну, известность и деньги, да. То, что как бы оно сейчас и надо, в 20 лет, как бы пацану, ну, деньги, без денег никуда сейчас. Ну, поэтому решил попробовать, и как по мне, очень хорошо попробовал. Оппонент его, Фёклин Реал, выключатель. Чуть-чуть не получилось, начинал хорошо. Расскажи, пожалуйста, вот как ты готовился? Насколько я помню, ты профессиональный боксер. Да. Как вообще сравнить поединок в профессиональном боксе с кулачными боями? Там чего, возможно, не хватило? И также расскажи, пожалуйста, о себе. Да, кулачные бои — это абсолютно другая сфера. Нельзя его сравнить с профессиональным боксом, с любым видом спорта. Вот. Ну, это совсем другое. План на бой был, в принципе, я хотел вытянуть и, ну, соответственно, встретить. Ну, как изначально было. Вот, а потом как-то пошло что-то не так. Может, давление какое-то с публики вот было. Но все равно он дрался. Как готовишься, скажи, пожалуйста, чем занимаешься? Ты, я вижу, у нас один из самых популярных бойцов среди девочек. Я вижу просто, как ему там наваливают в Инстаграм. Поэтому вот интересно, чем тебе Махач помог в этом плане? И стало ли больше как-то внимания со стороны противоположного пола? Ну, вот тебя-то понятно, подожди. Ну да, после боя там намного больше внимания, вот там пишут комментарии, все остальное, там хотят встретиться, ну, в принципе, такое. Красавчик, красавчик. Смотри, а как ты себя видишь? Как больше в профессиональном боксе или тебе больше уже кулачка нравится? То мне кулачка очень нравится, но там время покажет, вот как все срастется. Понял. Спасибо тебе. Давайте сейчас глянем хайлайтсы этого поединка. Перейдем к нашей следующей, не менее известной паре. Пижон, ну, я не знаю, давай ты, наверное, сам расскажи, как ты начал пить, как у тебя испортилась жизнь. Начинай. Ты интересуйся, я тебе расскажу, что мне за себя рассказывают. Смотри, Вовчик, на самом Ты деле... сам все знаешь. Всем интересно, как ты попал в спорт, и всех интересует твоя стойкость. И как ты вообще выживаешь здесь, и как ты выходишь в таком состоянии на бои. В каком таком, да, я вышел практически трезвый, ну, выпил слегка перед боем, налил себе сидра в бутылку. В спорт попал вообще элементарно просто. У меня есть старший брат, который занимался футболом. Но со своим характером и со своей какой-то наглостью и неумением терпеть какие-то оскорбления или что-либо, то у меня произошло, я хотел пойти на футбол, потому что всегда равнялся на старшего брата. Ну и так произошло, что я попал на футбол, это было в 1 классе.
Ну и в команде там, блядь, да ты не умеешь там мяч бить, ты не умеешь играть. Ну и понеслась, что пришлось пиздить всю команду. А так как у меня мама является мастером спорта по дзюдо, то она говорит, ну пойдешь на дзюдо. Походил на дзюдо там пару недель, понял, что не мое, нахер оно мне не нравится. А потом к нам в школу пришел тренер и завлекал всех заниматься греко-римской борьбой и раздавал шоколадки. Вот с этого моя история спорта и началась. То есть я пришел в зал был под домом, всегда занимался. Ну, типа, где-то филонил, где-то там расслаблялся всегда. Тренер всегда говорил, типа, если бы ты занимался, у тебя было все прекрасно. Но я всегда такой на расслабленных. То есть первые соревнования это были на Подоле, вес 28 килограмм, я занял 2-е место. Ну и после этого почувствовал себе какую-то уверенность, начал расслабляться где-то на тренировках. Но несмотря на это все, я продолжал заниматься, мне это все прекрасно нравилось. Как бы потом... Последний раз я дрался вот до Махача, я дрался года 2 назад, 1,5 в Реконкисте. Она проводила свои бои, я выступал у них каждую пятницу практически. То есть я всегда хотел драться, ну также я Мы гулял. тебя там и заметили. Не знаю. Да. Так я попал в спорт, так я занимаюсь. Моей стойкости я не знаю, что это. Возможно, это характер, возможно, это сила духа. Но как бы я не привык сдаваться. Упал, Кстати, не да, встал, я ни разу, значит... сколько поединки его смотрю, ни разу не видел, чтобы он сдался. Его там выносили, может, с ринга, но тем не менее, даже в первом Махаче он ко мне подошел, потом говорит, если надо, я могу еще подраться. То есть он уже стоял с разбитым полностью лицом, хороший, очень стойкий боец. Вот по поводу нокдаунов. Было много нокдаунов, ты постоянно вставал. 1. Ну, много таких было моментов, было. да, моменты, когда мог упасть. Стоило это? Вот ты видел, что был шанс попасть жестко и как-то нокаутировать, что ли? Просто по очкам явно пролетал. По очкам, смотри, ну, первый раунд вообще я влетел в 0, потому что первый раунд, это буквально первый, второй, третий удар, у меня сразу сечка. Ну, дело не в сечке, просто потекла кровь на глаза, этим глазом он просто... Он Сечка не заплыл, похуй. не было там Сечка похуй, гематомы, кровь потекла. он просто, знаешь, закрылся, то есть у него, грубо говоря, знаешь, как пальцем попадает в открытый зрачок, и ты им моргаешь. То есть я был первый раунд с открытым глазом. Если посмотреть бой, ну, я не буду там рассказывать, но во втором раунде бой слегка чуть-чуть подравнялся. Да, начал но я был выравниваться. мертвый. Я был мертвый, сразу говорю, потому что за 3 дня до боя я понимал, что я не вхожу в вес, веса у меня нет, я наглотался фурика, все это понимают, для того, чтобы слить вес. И в последний день, в этот же день, я тоже выпил 2 таблетки фурика. То есть сам понимаешь, кто знает, как гонять, и драться день в день, тем более на таблетках, ты понимаешь, что сил нет. И еще и выпил, правильно? Ну, выпил я тогда сидра, но это такое, не считаю это за бухло и вообще. Я понял, спасибо. Давайте спросим мнение его оппонента. Игорь, как тебе вообще поединок прошел? Было ли тебе тяжело с Вовой? Ну, я повторюсь уже то, что я говорил после боя. На самом деле я не ожидал такого сильного боя, поскольку сам я базовый боксер, да, ну, если не учитывать то, что последних 5 лет боксом я не занимаюсь вообще больше, то есть борьба там тому подобное. Но все равно, так как я знаю, что с боксом у меня получалось неплохо, мне сказали, что Вова базовый борец, я думал, что бой будет легкий. На самом деле он был для меня далеко не легкий. Во-первых, Вова красавчик, я считаю, что показал себя мощно. Во-вторых, как бы у меня тоже не было особо подготовки к бою. У меня сейчас такой образ жизни, как бы я работаю охранником в ночном клубе и работаю практически без выходных. То есть я каждую ночь на работе. Тренироваться времени у меня минимально. Перебью Игорька. Я помню этот день поединков. Я на работе был. Да, он был на Я с работе. работы приехал, я всю ночь не спал и вышел на Он бой. приехал и еще задал мне вопрос, говорит, Андрюха, я могу где-то здесь у вас в зале поспать? Хотя бы час перед поединком, потому что я не спал. Вот это отличие наших бойцов, то есть на характере, на такой силе духа, я не знаю, ну это просто вот уникальные бойцы, что Игорек, что Вова. Извини, Игорек, перебил, продолжай. Да, ну, в принципе, я как бы все сказал по поводу этого поединка. Ну, на самом деле, еще хочу сказать по поводу Вовы. Много кто пишет, что он алкаш, бухарь и тому подобное. Я после боя с Вовой познакомился ближе. На самом деле, блядь, очень крутой чувак. Бухали? Ну, немножко пивка только что выпили. Игорек, а как отреагировал твой отец? Я помню, в день поединка он был вместе с тобой, тебя поддерживал. Что Ну, он тебе смотрите. сказал? По поводу, вот, задавали вопрос Паше, по поводу вообще отношения родителей к этому всему. У меня родители негативно относятся. В общем, не то, что к кулачным боям, а то, что боям вообще. Как бы я после школы хотел как бы пойти по спорту,
заниматься дальше. Во время школы у меня хорошо получалось. То есть я каждый день был на тренировок. Я 10 лет отдал боксу от А до Я. То есть, и как бы более-менее получалось. После школы я хотел продолжить это все, но родители не дали мне возможности, как бы убедили меня в том, что надо там учиться, зарабатывать деньги другим, то есть умом, а не руками. Но переехав в Киев, как бы я не закончил, начал там заниматься тоже разными видами спорта, выступать везде, ММА, К1, бокс, все, то есть всего понемножку. И каждый раз они как бы были против, но в то же время они меня всегда поддерживают. Так само по поводу Махача. Вот я когда первый раз увидел рекламу, что так и так, Махач, а я, очень люблю, смотрю шоу эти, которые выходят на России, батя тоже их постоянно смотрит. И я говорю, батя приходит, говорю, в Украине открывается эта хуйня, говорю, как, туда не попасть? Он мне такой сразу, типа, ты что, ебанулся? Нахуй оно тебе надо? Я подрастроился, такой, думаю, я сразу загорелся, я просто реально очень загорелся этой идеей, и он меня такой сходу обрубил, типа, не, минуса. Короче, сутки он подумал, на следующий день он пришел ко мне, говорит, я знаю, тебя, ты все равно пойдешь туда, ты все равно будешь драться, говорит, поэтому я лучше поеду с тобой, я тебя поддержу, типа, в этой твоей теме, я хоть и против, но я буду с тобой, я тебя поддержу и помогу тебе, типа, во всех твоих начинаниях. Слушай, ты сейчас, если выиграешь Тойоту, то у тебя и мама, и папа придут выступать. Мама до сих пор не знает. Ну, батя у тебя красавчик. Я видел, как он за тебя переживал и как он тебя поддерживал. То есть это, я думаю, верное решение с его стороны все-таки. Ну да. Мама до сих пор не знает. Мама думает, что у нас по боксу были соревнования. Но они как бы были по боксу, просто без перчаток. Я не врал, не договорил немножко. Давайте, ребят, если вопросов нет, посмотрим хайлайтсы боя Симбы и Пижона. Давайте перейдем к нашей следующей паре. Танос Лис. Лис вышел на коротком уведомлении. У него должен был быть другой противник. Если не ошибаюсь, разница в весе 16 килограмм у вас была с Ростиком. Ну, у меня было 106. У тебя было сколько? У меня было 94. Ага, 12. В последний день практически этот поединок поменял наш карт, но, тем не менее, Крокис, он же Лис, не побоялся выскочить. Есть такая история у тебя. Если хочешь, отвечай, не хочешь, не отвечай. Касательно СИЗО. Как ты туда попал? Интересно, ребята. Мне даже вот в личку писали. Или упустим? Вообще все началось изначально в 2012 году. Я с братом пошел на футбольный матч у нас в Одессе, на Черноморец. Там познакомился с футбольными фанатами и со временем, там, через месяц попал в контору Seasiders к Барышеву Святу. Хороший он тается. Потом так и продолжал заниматься с футбольными хулиганами. Потом немножко моя жизнь немного пошла не то что под склон, а я перебрался больше на улицу. Вот. И начались какие-то у меня проблемы с законодательством, и пришлось с конторы уйти. Я ушел с конторы, и буквально где-то, как я ушел с конторы, буквально прошло полгода, и меня закрывают в следственный изолятор по статье 273, это разбой вооруженный с проникновением. Так получилось. 2,5 года я пробыл там, в следственном изоляторе. Потом вышел и продолжил заниматься боксом. В Одессе, в Boxing Time у Кости Чумаченко. Вот. Костя сейчас все свое свободное время уделяет мне, подготовке.
потому что я к первому своему бою не был готов. Я не был к нему готов, но я хотел подраться. Сейчас, который второй бой будет 23 числа, я к нему максимально готов. Ничего не буду такого говорить, вы увидите сами. Поэтому дальше больше. Красавчик. На самом деле, самый стойкий боец, вот наравне с Пижоном, когда я ему сказал, там, выйдешь против Ростика, он говорит, да. Я говорю, а если тяжелее? Я говорю, да, легко. Говорю, с кем угодно выйду, то есть вообще на характере. Ростик, Да. ты у нас такой здоровяк-добряк с глазами доброго ребенка, но в ринге ты просто сумасшедший какой-то рубака. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты попал в спорт и как тебе вообще ощущения от кулачных боев? В основном все началось еще с самых малых лет, когда начал драться еще в садике. У меня, блядь, отец постоянно ходил в садик, выслушивал за меня. Потом говорит, ну, пойдешь на спорт, надо же куда-то твою дурь девать. Отдали меня тогда еще на тэквондо. Я там 7 лет занимался тэквондо до 7 класса. Но это не мешало родителям каждую неделю ходить в школу, выслушивать, что я там подрался. Вот. А потом пошел на бокс к папиному другу. Там занимался 2 года. И потом, как раз в 9 классе, попал к тренеру, у которого я тренируюсь сейчас, это у Мини. Тогда он тренировал ММА, только начинал. Мини, покажись, пожалуйста. Мини, да. Вот у нас есть в нашем дивизионе. Иди сюда, иди покажем. 2 команды. Команда с Харькова, Мини-тим. И команда с Ровно. Прожат, Леша. Выйдет он. Давай, выходи к нам. Просто сразу представим ребят. Объединяйтесь также в команды, друзья. Тренируйтесь вместе. Спорт как бы сближивает. Скажите, пожалуйста, друзья, вот пару слов, раз вы уже вышли, я вам микрофон свой отдам. Вообще ощущения, как ваши ребята тренировались, как вам эта тема вообще заходит или нет? Я начну? Спасибо большое. Так, мы продолжаем нашу конференцию. На самом деле, я хочу сказать, что адреналин, когда ты смотришь за своими учениками, за своими ребятами, переживания, какие-то внутренние эмоции больше, чем когда ты выходишь сам драться. Ведь когда ты выходишь сам драться, ты отвечаешь сам за себя, то есть ты знаешь свой потенциал, свои возможности, подготовку. Но когда выходит кто-то из твоих друзей, близких, учеников тем более, я не знаю, ну, меня постоянно сушит, мне пересыхает горле, я да, он так орал просто. Я срываю думал, голос, да. Да, ну, честно, хотелось, ну, ты реально, так, вот, это просто непередаваемо. Не, твои бойцы очень техничные, на самом деле, и правильные, видно воспитание. И твои, и Леша. Давай, Леша, микрофон. Спасибо. Пусть Леха тоже садится, давай. Царь во дворца. Я уже сидел, я присяду, благодарю. Жизнь ворам. Да, тоже... Я не хотел обидеть. Да не, ну мужчины не обижаются, огорчаются. Ну, это все тянем прикол с этого. Ну, во-первых, что сподвигло, это пацаны сухарились на локдауне, не было ни турниров, никуда. Очередной раз, ты же знаешь, у нас был выезд как раз на Кубок Украины по ИФМА. Финальный этап Кубка Украины, его отменили из-за локдауна. И вот поступило предложение. И мы не отказываемся. От драки мы никогда не увиливаем, ну, задней нету. Я прав, Тох? Да, а подготовка спортсменов простая. Чтобы бить, нужно бить. Поэтому мы вот, ну, ебашили. У нас нету такого там... ну, я не знаю, там, а можно я пойду там попью водички после 6-го раунда, там, Лех, можно я там брызну, там, или еще скажу? Нет, пацаны, вы приходите, должны отъебашить 2 часа, а потом, ну, хотите попить воды, попейте до тренировки или после тренировки. Точно так же в туалет. На том свете попьешь, надо говорить. Да, дисциплина, и 99% труда, что заставляет пацанов ну, добиваться таких вот результатов. А для меня как тренера, ну... Это гордость, в первую очередь. Гордость. И когда поднимается флаг клуба, либо там Украины, надеюсь, что скоро мы забьемся с страной, которая
сосед наш, забьемся и будет на пьедестал поднимать руку однозначно только парням из нашей страны, из Украины. Ну вот как-то так. Всех благодарю. Спасибо, Леха. Я думаю, тут, Артем, вопрос, ну не вопрос, а предложение к тебе. У тебя больше боев на в кулачных поединках, чтобы ты дал и тренеру, и командам какой-нибудь совет, как готовиться, на что делать акцент в подготовке именно к кулачным боям. Или во время поединка боя, помнишь, мы с тобой обсуждали, ты говорил, что работать по корпусу это очень даже хорошо. Плохо для соперника, но очень хорошо для твоих кулаков. Можешь еще такие пару советов дать и парням, и команде, и тренерам? Нет, ну да, на самом деле, конечно, кулачные бои — это совсем свой вид спорта. Я когда только вот начинал, там первый бой был, не знал, да, там готовился по-боксерски, да, к примеру, там с боксерами. Потом там думал, может ММА, может то. А потом понял, что нет, это просто свой вид спорта, и там свои нюансы, да. Поэтому, да, вот один, ты правильно сказал, да, по корпусу это хорошо действительно работать, кулаки намного меньше страдают, и ребра ломаются, и сбивается дыхание. Даже Фредди Роуч всегда говорит, легендарный тренер, да, что удары, пропущенные в корпус, они остаются с тобой на протяжении всего боя. Там в голову ты пропустил, даже если тебя пошатнуло, ты восстанавливаешься. А вот которые пропускаешь в дыхалку, они тебе просто убивают тебя, и когда нет сил, это как машина без бензина, да, если у тебя стоит Феррари, но в ней нет бензина, то ее даже Запорожец обгоняет. Вот, поэтому это важный момент. Потом, конечно же, работа в клинче очень тоже важная. Плюс, конечно же, с кем, смотря, ты будешь драться. Да? Если, допустим, ты выходишь и боксер, вот как я, когда с Полем Малинаджи, да, должен драться был, я уделял много внимания именно клинчу, потому что боксеры в клинче, ну, они новички, они не умеют работать в клинче, не понимают это, да, то есть, если боксеры, мне кто-то в это не верит, пусть пойдут когда-нибудь в борцовский клуб и попробуют просто повозиться, даже побороться там с классиками или с кем угодно, и они увидят, что у них просто буквально за минуту руки зальются кровью, нет сил, и они поймут, что это такое. Да даже в тайском боксе боксеры просто поклинчуют в стойке. То же самое, да, совершенно согласен. Потом спарринги тоже. Вот, допустим, я много спаррингов проводил именно боксерски, да, то есть 16-унцевые перчатки, но скорость совсем другая, и дистанция совсем другая, потому что перчатка 16-унцевая, она еще дает тебе там сантиметра, допустим, 3, делает тебя ближе к сопернику. Когда голые кулаки, у тебя этого нет. То есть вот учесть эту дистанцию, это очень важно. И плюс скорость тоже. Когда нет вообще перчаток, то есть скорости настолько быстрые. Ну, потом, к примеру, защита также. Вот боксеры любят очень много закрываться. В кулачных боях это сделать намного сложнее. Опять же, скорость. Во-вторых, намного меньше кулаки, перчаток нет. Это намного сложнее. Но вообще нюансов очень-очень много. Я сам, если честно, да, у меня вот 3 боя, как бы это на самом деле ерунда еще, да. Этот спорт хоть и очень исторический, но сейчас новый. Поэтому я сам точно так же учусь. И смотря эти бои учусь, и сам, когда дерусь, учусь, и на тренировках учусь. Поэтому, да, еще много чему учиться. Благодарю. Да, благодарю душевно. Так, мы продолжаем наш вечер и встречаем наших следующих бойцов. Сметана Нестор, он же Честер. Поддержите бойцов, ребят. Его оппонент Соловей Дмитрий по прозвищу Калибри. Привет. Сысоев Илья, он же Бурый. Его оппонент Киршак Григорий по прозвищу Гриша. Калашников Антон, он же Тяпа. И его оппонент Кеуш Николай. Крымский Загар.
Человек-характер. И, так, Ярошенко Игорь, он же Чапа, наш друг из Тель-Авива. Блин, Дима, сори, сейчас надо все сначала. Давайте. Да, это не вопрос. Ну, це чисто, в принципі, Нестор, можна на минутку тебе? Ну, вийди просто сюди. Ні, все нормально. Це, в принципі, уже просто дата слідуюча. Это стардаун Да. сейчас, да? А, понятно. Да. Уже? Да, это и так понятно. Они еще в прошлый раз это делали. На самом деле, смотри, Димон, реваншу как бы быть, но в любом случае надо сделать несколько поединков. И тебе, и Нестору. Опять же, я вам рассказывал о чемпионских поясах. Я тоже хочу реванш. Где ты там? А, нет, ты не будешь. Расскажи, пожалуйста, На самом деле о себе, как ты начинал. вопрос по тому, що я вийшов, в принципі. По судейскому решению давай позже. Да, ну, давай я- о себе сначала. А Ну, потом о судействе. Окей, хорошо. В принципі, ну, з самого дитинства якби починав займатися теквондо, затим перейшов в карате, затим перейшов в хортінг. Тобто, ну, по суті, якби складалося так, що я зазвичай працював ударна техніка, тобто, в принципі, от махач, от прямо то, що я от для себе знайшов. От. У мене така річ, якби була, от говорили по вопросу мандража, якби, от я постійно виступав, якби, от постійно мандраж мене постійно давив. Тобто, була така тема. На самом деле, коли виходив на махач, от прямо от пропало. От чувствую, що от прям моє просто. От мені от хочеться виступати тут, а от я от себе тут чувствую очень хорошо. Спасибо тебе большое, Дима. На самом деле у Димы очень интересная техника. Он постоянно там качал и маятник, и руку держал. Сейчас мы вернемся к судейскому решению. Все, я помню. Дядя Слава тоже помнит. Нестор. Добрый вечер. Я помню, знаешь, тебя сейчас, последняя ассоциация с тобой, твоя сторис, там, где мама говорит, ты будешь борщ? Кинешь там потом, мы вставим, там, где Нестор стоит, бой с тенью, заходит мама, говорит, будешь борщ? Он, да, мам, было буду. дело. Да, расскажи о себе, ты вообще красавчик. У тебя отличный был дебют с таким непростым соперником. У тебя очень хорошая техника, ты хорошо чувствуешь дистанцию. Расскажи, пожалуйста, о себе, как пришел в спорт, всем это интересно. Вообще пришел в спорт, начал заниматься спортом, точнее, с плавания, 5 лет занимался я. Потом мне врачи сказали, что ты не можешь заниматься плаванием, потому что я как-то раз по глупости вышел после бассейна, не вытер голову, ну, получается, в ушах осталась вода, и, ну, началось воспаление, мне сказали, типа, что нельзя заниматься тебе некоторое время. Ну, за то время у меня пропал интерес к плаванию, я начал искать что-то новое, и нашел для себя такой вид спорта, как бейсбол. Начал заниматься бейсболом, параллельно занимался велоспортом. 3 года я занимался бейсболом и велоспортом, как-то совмещал это все. И потом, ну, надоело это совмещение. И там мой один знакомый мне предложил, типа, говорит, там, открылся зал по кикбоксингу, можно прийти потренироваться. Я такой еще, мол, типа, улыбнулся. Да что такое кикбоксинг? Типа, вообще, типа, ну что это? Да лучше на бокс пойду. Ну, что-то как-то не нашел я для себя нормальную секцию бокса, и все-таки пошел я на тот кикбоксинг, и так все закрутилось, завертелось на 5 лет. Это где-то с 13 до 18 я занимался кикбоксингом. Ну, и с 18 до 20 уже сейчас занимаюсь боксом. Так вот. Спасибо большое. Давай теперь твои вопросы касательно судейства, несправедливости о принятии решений. Слава. Хочу сказать, что бой реально получился ровный. И мы там до последнего не знали, кому отдавать победу, потому что Андрей отдал в одну сторону, Егор отдал в другую сторону. Там мы совещались из жюри, там я подходил к Артему, советовался с решением. Очень ровный бой был, можно было давать ничью. Как бы явного победителя в нем нет. И я сейчас склоняюсь к тому, что там, ну, сказать, что выиграл Нестор, я бы не сказал. То есть хороший ровный поединок, в котором можно было давать ничью. Но чисто победа была дана Нестору, потому что Дмитрий в течение боя там пытался, там были попытки ударов ногой, это на автомате вылетало оно. Ну, то есть были нарушения, за которые было дано предупреждение, да, 1 или 2. По-моему, 2. 2 предупреждения в бою. И только вот по результату этих предупреждений мы вынесли, что отдадим победу Нестору. Ну вот
ровный бой, реально ровный. Там, да, мы потом можно пообсуждать. Там было 2 у нас таких за вечер ровных боя. Нам нужно или давать ничейный результат в ровном бою, или дополнительный раунд давать, как мы сделали в том. Ну, мы сделали один дополнительный, он нам тоже результата не принес. Поэтому тут как бы, ну вот, результат был только из-за нарушений твоих, то, что где-то в бой шли там удары ногами, нарушение правил, только из этого, исходя из этого, победил Нестор. Ну, бой очень был ровный. Насправді, в принципі, вопросів якби як таких нема. Скоріше за все, це було так вспильчиво після поєдинка. Це на емоціях, на адреналіні. Понятно, можна багато чого сказати. Извини, хотя в бою я отдавал туда победу. Ну вот я отдавал, да, Дмитрию. Но вот эти вот нарушения, они сыграли роль. Мне казалось, что Дмитрий был где-то поагрессивнее, порезче в ударах. Жаль, с нами нет нашего Саши Мисюры. Тут бы сейчас комментаторы были рады. Готов. Такого уже не будет, ребят. Сразу говорю, мы проводим работу над ошибками для вас. То есть я вот, ну, мое мнение вот такое вот по этому бою. Якщо з чим-то не согласны... Ні, в принципі, претензій як таких немає. По суті, я через то і вийшов, сказав, що от, ну, я вважаю, що реванш треба обов'язково. То, що якщо рівний поєдинок був... Согласен, бой был очень ровный, да. Через 2-3 боя они могут опять подраться. Ну и тем более бой был хороший, интересный. То есть интересно было наблюдать за 2 бойцами. И я же говорю, это противостояние было ровное, поэтому ждем там через 2-3 боя, что они все-таки там подерутся, и это будет уже явная победа чья-то. Спасибо, Слав. Вопросы зала есть к нашим бойцам? К Нестору и Диме? Если вопросов нет, давайте глянем хайлайты, ребят. Давайте перейдем к нашему следующему поединку. Сысоев Илья, он же Бурый, против Гриши Тершака по прозвищу Григорий. Начнем с Гриши. Раз уже Леша был твой тренер, расскажи, пожалуйста, о себе. Для початку я хотів сказати би всім вам привіт. Я дуже радий сьогодні знаходитися в такому событті, якби для себе перший раз, того, що я мріяв бути якби бійцем і попасти на прес-конференцію. І я б хотів би розказати свій життєвий шлях. Він зложувався так, що я присвятив своє життя 11 років, я грав в футбол. Грав майже, можна сказати, на професійному рівні. І вийшло так, що коли я доходив до того рівня, що прийшлося вибирати команду, куди йти далі, в мене, так би можна сказати, не склалося. Тому що футбол – це не тільки індивідуальна гра, а це є командна гра. І передо мною став вибір. Кинути все, розчаруватися, піти, як більшість половина хлопців, непонятно куди, і просто реально убивати себе, своє здоров'я, чи пробувати себе в чомусь новому. І тут передо мною є, буквально пам'ятаю, той вечір випадає в Ютубі відеоролик, де на мене попадається Конор Макгрегор. І я подивився цього чудака, і, чесно вам сказати, я дуже щасливий, що попався він тоді, бо це людина, яка мене замотивувала прагнути до чогось кращого, і став для мене таким, знаєте, як зірцем і приміром для того, що все в житті можливо. Тобто потрібно постійно над собою працювати, розвиватися, і всі свої прегради, неважно, що може бути на твоєму шляху, все можна здолати, тільки якщо ти будеш працювати і вірити в себе. І от вийшло так, що в віці 17 років я вирішив зайнятися єдиноборствами, тому що, майже, можна сказати, з дитинства в мене був такий, якби, всередині стержень, а хочеться, знаєте, десь там кинути 2, 3, але немає де. Тобто, бо я саме з маленького города, і в мене не було секції спеціально для того, щоб розвиватися в цьому виді спорту. І буквально за 30 кілометрів є город Рівне, і я почав знайомитись з кікбоксингом.
А потім пізніше я відкрив для себе тайський бокс. І чесно скажу, я дуже щасливий, що в моєму житті так все вийшло. І я просто тепер не можу уявити своє життя без цього. Я просто, знаєте, як ви мене зрозумієте, хто любить спорт, це є як наркотик. І без нього ми вже просто не представляємо своє життя. Гриша, красавчик. Скажи, пожалуйста, у меня вот вопрос. У вас в Ровно и у вашего тренера Леши больше он вам дает тайскую школу. Скажи, пожалуйста, есть ли разница какая-то в кулачных боях, скажем так, и удобно ли с тайским бэкграундом выступать? Чесно сказати, на рахунок тайського боксу мені було легше працювати в клінчу, тому що я міг скрутити свого противника. Я бачив його удари знизу, я міг їх перевести і міг його скрутити. Це дало мені фору в клінчі, тому що я вмію правильно дихати. І я цим скористався в бою. Але хотілося б сказати, що кулачні бої – це щось нове для мене, тому що там нема такого, що ти там став, закрився і прийняв на себе удар, тут такого немає. Бо кожен удар – це, можна сказати, як поїзд, який в тебе хоче врізатися. І тут треба в першу чергу думати і йти вперед. Тут і виявляється твій характер, а як ми знаємо, характер потрібно закаляти. Спасибо большое, Гриша. Давайте перейдем к его оппоненту. Очень характерный парень Илюха Сысоев по прозвищу Бурый. Тоже легенда шостки уже, наверное. Знаешь, на самом деле, вот когда ты к нам пришел, вот у тебя на лице видно, что ты такой броневик, знаешь, там через стену пройдешь. И когда ты рассказывал, что у тебя бэкграунд там более 8 лет, ты занимаешься уже давно, но хотел бы себе найти наставника, который тебя будет вести. Дядя Слава, присмотритесь, молодой, перспективный. Расскажи, пожалуйста, как проходила твоя подготовка касательно самого поединка, касательно тех же клинчей. Насколько я помню, там были удары в затылок, и ты там долго отходил. Вообще, как оно касательно самого поединка прошло у тебя все? На самом-то деле, сперва приветствую всех. Я готовился к бою около 4 недель. Сразу за неделю до кастинга я уже начинаю заниматься. Еду на кастинг, мне пишут, что у меня бой. Я также начинаю тренироваться с ребятами в зале, с которыми до этого тренировался. Вот, допустим, с Пашей Павловым, которого я еще раз поздравляю с победой. Я, в принципе, оттачивал работу ног, четкие удары в бороду, в живот. Но когда я вышел на сам бой, я не знаю, у меня не было никакого ни мандража, ни испуга. Была очень холодная голова. Возможно, такой спокойности у меня не было никогда в жизни. Но когда я вышел в сам октагон, не то чтобы я потерял ориентацию, нет. Просто все, что я знал до этого боя, вылетело из головы. Я вижу его, чувствую свою агрессию, иду вперед, и из-за этого получилось, что попало. Я потерял все силы в начале. Своего соперника я, в принципе, не виню в том, что он мне попадал в затылок, потому что в таких-то беспощадных, не знаю, наверное, какие попало удары, любой из них мог попасть в затылок, и, возможно, тоже я попадал в затылок, поэтому я еще раз его не виню, я сам лез вперед, я не думал головой. Он виноват, что не встретил меня ни разу апперкотом, дал бы мне хорошо подумать, возможно, бой бы пошел по-другому. Перейдем к нашему следующему поединку, который, кстати, у нас сейчас лидирует по просмотрам. Коля Кеуш против Тоха Тяпа. Начнем с нашей харьковской команды. Антон, ты, знаю, много дерешься, несмотря на свой молодой возраст. Расскажи, пожалуйста, как проходит твоя подготовка к поединкам? Я так понимаю, ты готов драться каждую неделю. Всех приветствую. Да, подготовка подходит хорошо. Постоянно тренируюсь. У меня там бывает каждый день тренировки, бывает 2 тренировки в день. В общем, постоянно тренируюсь, готов драться каждую неделю. По сути, я
выступал каждую пятницу. Были промоушены, которые давали это делать. Дрался по ММА. Ты красавчик. У тебя первый разряд взрослый по боксу. Да. Тоха вышел против профбоксера. Коля, у тебя один бой в профбоксе? Да. Расскажи, пожалуйста, как ты чувствовал своего оппонента, насколько тебе тяжело дался этот бой? Ну, я не скажу, что тяжело, но это была нелегкая задача. Было сложно. Это не бокс, это реально другой вид спорта. Здесь нужно быстрее думать, быстрее видеть, реагировать быстрее. Ну, в общем, не знаю, было нелегко, но я планирую еще раз попробовать. Спасибо большое, спасибо, Коль. Тёма, как тебе этот бой с точки зрения техники? Бой, на самом деле, очень классный был. И вот здесь как раз ты небольшую ошибку допустил. Тебе как раз здесь нужно было как ММАшнику с ним драться. А ты именно вывел его на чисто боксерский бой. Ну и он просто как бы оказался действительно более опытен, более выше классом по боксу. И без особых как бы проблем у него получилось выиграть. Тебе, конечно, надо было его наоборот чуть-чуть по ММА заклинчевать, завязать руки. Пусть бы он немного поборолся с тобой. У него бы руки налились кровью, опустились, устали. Он бы прочувствовал, что это такое. Ну, к сожалению, у тебя это не получилось, ты не сделал этого. Но я думаю, ты ошибку учтешь. Видно было, конечно, что ты тоже пацан подготовленный, что ты не новичок, понимаешь, что к чему. И я уверен, у тебя большое будущее в этом спорте. Ну, у тебя, конечно же, буду смотреть, следить за тобой. И уверен, что ты заберешь здесь пояс когда-то. И в боксе тоже, конечно, желаю тебе удачи и успеха. Спасибо. Спасибо большое, Артем. Наши друзья-боксеры, как вам с боксерской точки зрения прошел этот поединок? Вы же уже знаете давно Колю и, узнаете уже теперь и Антона. Да, Коля правильно построил рисунок боя, то есть он правильно выстроил план, он не побежал, он сохранял дистанцию с дальней, попадает, разорвет дистанцию, то есть не дал себя там в клинч завести и так далее. То есть хорошая работа ног была и хорошая дистанция. Значит, в принципе, сильно не обострял тоже. Выигрывает, да? Но дальше нет, хорош. Обострение как бы не делал, потому что понимал, что где-то может попасть тоже где-то в размене под удар. То есть выстроил план правильный, технично, выиграл по очкам. Это как бы видно было, что Коля чуть выигрывает. Чистая победа, но бой был конкурентный, классный бой получился. В третьем раунде Тоха там даже не ожидали, честно сказать. Да. Потом уже даже третий раунд, ты правильно говоришь, Андрей, да он даже чуть-чуть выровнялся, то есть, за счет большей активности Антона. Саша, захожий, выскочишь с ребятами, они вдвоем в твоем весе против тебя. Как раз получится мой вес. Не, это слишком опасные ребята. Они ж будут бить в 4 руки. Поэтому... Спасибо, Сань. Вопросы есть к нашим ребятам? Если нет, давайте посмотрим хайлайты. Перейдем к нашему следующему поединку. Один из самых моих любимых поединков – Крымский Загар и Чапа. Просто, Ваня, невероятный ты показал характер. Если бы секундант не остановил поединок, или Катман, точнее, из-за кровотечения, я думаю, ты бы там и рубился до конца Махача. Человек, насколько я помню, 1 год в единоборствах. У него вообще своя фирма, это как это, белые воротнички, грубо говоря. Человек пришел, показал себя, у него был непростой соперник, и на характере, то есть он рубился, красава, просто красава. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, и как тебе в голову вообще пришло решение прийти порубиться на кулаках? Да, спасибо за добрые слова. Меня зовут Иван, я сам из города Севастополь. Всем камышовским, кто смотрит, привет, ребята. Спасибо, что пишете, поддерживаете.
В принципе, как все ребята, вырос в спальном районе, где-то там занимался спортом, но таким, там, то плавание, то баскетбол, то турники какие-то, ну, ничего такого серьезного, опыта в единоборствах не было. Учился на, там, тройке-четверке, но к концу школы у всех есть какая-то мечта, да, у ребят, кто-то хочет быть Майком Тайсоном, а я вот посмотрел фильм «Уолл-стрит» и очень захотел стать как Гордон Гекко. Знаете, не путайте с «Волком с Уолл-стрит». «Уолл-стрит» — это старый фильм, может, и не все смотрели. И как-то собрался, у меня довольно неплохо получалось, ну, были способности там к математике, у нас еще была 12-бальная система оценивания, вот у меня были одни тройки, то есть шестерки, да, это тройки по 5-бальной, но по алгебре и геометрии всегда было 12. И я выиграл стипендию и поехал учиться в США после окончания школы. Там выучился, там система поиска работы немножко другая. Там, в принципе, работодатель приходит на университетский кампус и нанимает прямо с университета талантливых ребят. И меня там заметила одна международная корпорация, я называть ее не буду, потому что не все поддерживают насилие такое. Но меня заметили, и у меня понеслась там карьера. Я работал в разных странах. Работал в Москве, в России, в Астане, в Казахстане, в Амстердаме. Ну и потом приехал в Украину, и здесь, в принципе, обслуживаю интересы разных там финансово-промышленных групп. И если говорить о том, как вот человек развивается, да, то, на мой взгляд, есть 3 таких столпа. Это там интеллектуальное развитие, духовное и физическое. И духовное отставим немножко в сторону, потому что оно очень личное, у каждого свое. Но интеллектуально развивался все эти годы, а физически просто атрофировался в конец вообще. То есть в возрасте 30 лет у меня была задышка, там 20 лишних килограмм, я курил, выпивал. Ну, я не как Володя, Володя, извини, брат. Вот. Но тоже как бы там бизнес-переговоры, банька там туда-сюда. Ну и как-то решил взяться за голову и просто решил пойти на спорт. Но спорт, вот никакой тяги не было никогда к тренажерному залу, там поднимать железо. Решил пойти на боевые искусства, просто заниматься, ну, физику немножко подтянуть, да, скинуть вес и так далее. Но как-то эта тема так затянула, и вот я занимался, и потом решил выступать. А в принципе у меня такая, ну, как бы личная позиция, философия. Я очень не люблю относительные категории, да, когда там, о, ты неплохо дерешься для новичка, или неплохо для своего веса, или там неплохо там для своего возраста. Мне очень хотелось рубиться именно с серьезными бойцами, с серьезными спортсменами. Есть другие промоушены, да, где можно подраться там белым воротничкам, там блогеры, пранкеры там, и так далее и тому подобное. Но мне очень хотелось драться с настоящими рубаками. И я пришел на кастинг. Огромное спасибо за доверие Андрею, что не побоялся как бы меня выпустить. И я старался как мог просто, чтобы оправдать. Я вот, когда тебя увидел, сразу понял, что ты без этого, без тумблера там в голове в плане поединков. Поэтому красава. Поэтому вот такая история. Спасибо, да, за этот шанс. И сопернику тоже спасибо большое. Спасибо большое, Вань. Игорек. Да, всем привет, во-первых. Скажи, пожалуйста, как ты с Тель-Авива оказался у нас, как ты о нашей организации узнал и вообще, как ты принял такое решение у нас порубиться? Оказался я очень просто в Украине, я здесь родился, я здесь жил до 17 лет. После того, я закончил школу, мне пришлось отсюда уехать, и я просто прилетел домой к родным. У меня тут вся семья, мама, брат, бабушка, дедушка, то есть отец. Я один живу уже очень много лет сам, как бы вся семья у меня здесь, приехал. И я почувствовал, что мне нужна какая-то новая эмоция, какая-то конкретная перезагрузка. И буквально через пару дней я там сидел в Рагнароке, кстати, Рагнарок, привет, пацаны. Сидел в Телеграме, увидел у них рекламу, что вот можно залететь. Вот написал там сразу же буквально, мне там сказали, когда приехать, приехал, вот и все. Я нереально кайфанул, Андрюха, спасибо за возможность рубануться, это, бля, просто бомба, нахуй. Я думаю, ты будешь, как и Ваня, продолжать у нас драться. Да, по-любому, я хочу, ребят, я понимаю, там у меня был вообще другой план чуть-чуть работать, я хотел, чуть-чуть более технично, но получилось так, что в начале боя, попал, типа, хорошо, и я просто уже хотел закончить, уже, вот реально сразу, и полетел вперед, но я думаю, понравился бой, типа, было круто. Я хотел бы
я не смогу подраться на вот ближайший ивент, который будет. Я хотел бы себе сразу организовать бой на следующий, на 3-й сезон. Тоже я хочу зарубиться очень жестко. Вова, чувак, братан, давай сделаем это дерьмо, блядь. Если ты согласен, я думаю, это будет интересно всем посмотреть. Если ты согласен, давай сделаем этот бой. Давайте стердаун тогда сразу. Я думаю, они в весе, в принципе, там, если что, подсушится кто-то. Давайте, битву взглядов. Вова, скажи, там, бухло сила? Ладно, шучу. Пожали руки, молодцы. Понятно, все, давай, с тобой потом подеремся. Все, Вовчик, спасибо тебе. Вопросов нет? Смотрим хайлайтс. Скажи, пожалуйста, а есть какие-то бонусы за победу? Вот если... Бонусы, да. Кстати, вот не дам соврать, или не дадут соврать, Марвин сидел у меня в кабинете, 90% бойцов получили бонусы за самое разваленное лицо, там просто за хороший техничный бой. То есть касательно бонусов, так, между нами, девочками, из фонда, грубо говоря, гонораров, плюс 30-40% это были бонусы. И мы в дальнейшем хотим тоже поддерживать бойцов, которые показывают хорошие, достойные поединки. Я хочу еще сказать, добавить Андрею то, что сказал Андрей. Несколько боев не состоялись, и некоторые бойцы приехали, но, к сожалению, их соперники слились. И когда эти бойцы приходили и говорили: Андрей, ну мы вот потратили на дорогу, на анализы, это абсолютно все компенсировалось, это было при мне, поэтому как бы я не дам соврать, то, что у нас... Андрей относится ко всем абсолютно одинаково и поощряет и бонусами, и всем подобным. Спасибо, Фил. Спасибо. Итак, друзья, во время перерыва и перед началом нашей конференции здесь у нас возник небольшой конфликт. Сорян. Вот теперь я сказал. Залупа это ты, понял? Ты заебешь, блядь. Давай, иди сюда, что ты вот ходишь? Это ты тупоголовый, нахуй, ты посмотри на себя. На конференции поговорите все. Так а что с ним разговаривать? Итак, предыстория. Во время первого махача, после поединка, Даник имел какие-то вопросы к Филиппу, насколько я помню, и не один. Сейчас вот целый день между ними какая-то напряженная атмосфера, и сейчас они даже немножко подрались. Хотелось бы выслушать сначала мнение Филиппа о данном конфликте. Да, я вообще не знаю, из-за чего произошел конфликт. Человек просто хочет хайпа, причем гнилого хайпа, который я ему не дам, естественно. Человек подходит ко мне, причем не зная меня, постоянно просит прорекламировать его в сторис в Инстаграме, и это неоднократная просьба. Это, знаете, вот так к кенту подходишь: дядь, так а шо, купи слона, купи слона, купи слона. Вот такая вот хуйня это происходит. Потом давай помахаемся, давай выйдем, давай я тебе заплачу за рекламу 200 гривен. Дядь, понимаешь, таких как ты 1000, которые пишут мне в директ. На каждого реагировать я не собираюсь, так же, как и на тебя. Для меня это собачий лай, понимаешь, который вот там где-то. И я не собираюсь дарить тебе этот хайп. Послушай, если знаешь, ты я тебе скажу. не перебивай меня, пожалуйста, Да нет, я тебе скажу, а потом, Ну, я тебе скажу, а потом ты говори. Когда ты достигнешь какого-то уровня, я не говорю, что бойцовского, у меня бойцовский уровень невысокий, я не про это говорю, какого-то медийного уровня, потому что я дерусь за деньги, понимаешь? Я дерусь за немаленькие деньги. И мне это интересно. А какой-то хайп галимый, который я должен дарить тебе, я не собираюсь. Послушай, понимаешь? откуда ты знаешь, сколько я зарабатываю денег?
Откуда у тебя такая информация, что ты зарабатываешь больше, чем я денег? Да какая разница? Нет, я ты тебе говоришь о просто том, что говорю. ты зарабатываешь Смотри, больше. Мне просто интересно, я откуда тебе ты эту сказал информацию взял. вообще абсолютно все. Я с тобой никак не собираюсь ничего делать. Если Да понятно, хочешь так ты со мной ничего не если сделаешь, ты понимаешь, хочешь в чем подраться дело? со мной, я тебе еще раз говорю, достигни какого-то да уровня. не, послушай, и так, все. ну, Да я не собираюсь тебя слушать. Разговор слушай, с тобой ты на самом деле давай, окончен. ну, Слушай, не давай, переходи, то, что ты там. шо, не Смотри, переходи. ситуация произошла следующая. Когда мы сидели и слушали ребят, которые отвечали на ваши вопросы, человек поступает как мышь, как обыкновенная мышь. Подошел мне здесь один парень и говорит, что Филипп Марвин говорит, что, я не буду называть этого слова, ходит и рассказывает всем, что я вот такой. Я подошел к нему и спросил, как мужчина настоящий, и спросил, ты так говорил или не говорил? На что я услышал, куда, шо, кому Я тебе говорил? сказал да нет, подожди, но помолчи, слышишь? потом меня? я тебе тебе сейчас говорю, могу в лицо это помолчи. сказать. Да Я помолчи тебе могу в тебе, лицо это говорю. Слышишь, сказать. говорю, помолчи. Помолчи ты, пожалуйста. Слушай, я тебе дал время сказать? Хорошо. Ну так и все. Смотрите, ситуация слаживается следующим образом, что мужчина не умеет просто, во-первых, общаться, а во-вторых, не умеет отвечать за свои слова. Если ты кому-то, девушке там, или мужчине говоришь о том, что я какой-то не такой, ты должен подойти и сказать мне это в лицо. Если я подхожу к тебе и говорю о том, что ты так говорил, а ты мне начинаешь оправдываться, типа, да кому я сказал, что я говорил, получается, кто ты? Так а кому я говорил, Нет, что... так послушай, я потом получается, тебе в кто лицо сказал, кто ты и что ты. И вот Ну. это слово, которое ты не хочешь говорить, я Какое? поддерживаю. Ну Тебе скажи, скажи, да. Чепуха. Ты так говорил? Уже потом после этого все Когда ты так сказал. сказал? Я тебе говорю, я давать заднюю не буду, но хайп тоже тебе давать я не Да собираюсь какой хайп? никакой. Слушай, мне, да потому когда что ты начинаешь хочешь переходить на грязный личность, хайп. это уже вопрос не в хайпе. Ты для меня, ну Ты вот, меня вот так второй вот. раз. Увидел ты тебя меня на улице, второй ты раз. под меня убегал, понял? Я убегать Ты текал никуда бы не на своей собираюсь. красной девчачьей машинке от меня. Да без проблем, Ну, главное, понял? что она у меня есть. Да, так у меня машина... Слушай, а давай знаешь, как сделаем? Смотри, у меня есть Kia Optima 13-го года. И я просто к чему веду? Я веду к тому, что... нет, не продается. Я просто веду к тому, что я тебе ее готов отдать, если ты со мной подерешься и выиграешь. Я тебе серьезно говорю. Если твоя... Да какая разница? А здесь ребята, когда дерутся, один весит 86 или 90, а второй 110. Какая разница? Ну, я понял. Но я просто веду к тому, что человек не отвечает за свои слова. Да, я отвечаю за свои слова и не даю никогда заднюю, так что успокойся. Смотрите, есть, Подождите, вот, есть у нас... ребята... Подожди, Даник, заходи. Ты на какую сторону зла? Пожалуйста, выбирайте. Тяжелый выбор. Да садись уже где-то, сядь. Возьми микрофон у Даника. Садись, тебе не привыкать. Спасибо, я присяду. Объем защиты. Я просто считаю, что каждый человек должен отвечать за свои Жек. слова, которые он говорит. То есть какие бы они ни были, он должен отвечать, так как если в тебе есть мужское, ты должен его как-то проявлять. Я лично слышал, когда Володя сказал Марвину, мол, за тебя, мол, подеритесь. Марвин сказал, да он чепуха. Также это слышало еще 3 бойца, я их не буду называть, кто это был. Они тоже это слышали лично, они могут выйти и сказать. Поэтому, Филипп, тебе просто когда надо мне кто было говорил, что я достойно с ним сказать. подрался? Да тебе Володя здесь сидел. Володя сидел и тебе сказал. То есть Какой есть кто такой запись. Володя? Давайте есть мы просто- Пижон, вот. пижон. То есть... Не пойман, не Так, вор. вот Есть когда он запись, Володю можно это подвел- прослушать. Подожди, Так Володя Тёма. сказал, что я не Подожди, говорил такого. Фил, Тёма, подожди. Женя хочет сказать. Близкий друг Фила. Слышно? Всем привет, меня зовут Женя, я тут многих ребят знаю с разных коллективов. Немного скажу свое мнение со стороны. Я вижу, какой колоссальный труд вкладывают ребята, в принципе, в этот промоушен, в то, что они делают первый раз в Украине. И они реально красавцы. Они подтянули всех вас, чтобы вы заработали денег, получили какой-то хайп, получили какой-то пиар. Возможно, кто-то из вас выйдет на уровень больше, там, станет знаменитым и так далее. И они в этом реально красавцы. Помимо этого, парни сюда подтянули своих друзей. Артем Лобов садится в самолет и прилетает в Украину, бросает все свои дела. Точно так же и Фил сюда приходит не за лаве, он приходит поддержать друзей и ребят. И изначально Андрей обозначил всех друзей промоушена. И по сути получается, что... Прости, как тебя зовут? Я тебя не знаю. Данила. Ты пришел в промоушен, и этот промоушен обозначил всех своих друзей. И я понимаю, там, жажда хайпа и чего-то еще. Ты докапывался к Филу в прошлый раз.
докапывался, ну, не раз докапывался, и ты сам это знаешь. И ты знаешь, зачем ты это делал. Ты не докопался к Саше Захожему, ты не докопался к Артему Лобову, крепче стали не докопался. Ты нашел самое слабое звено почему-то Фила. Хотя ты взял, что я докопался? Докопался каким образом? Ну, послушай, смотри. Я тебя не перебивал, извини, да, я договорю, пожалуйста. Смотри, но у тебя какие-то были к нему вопросы. Это слышал не один человек. Фил сдерживался, молчал и так далее. На каком-то моменте он, может, тебе ответил. Так вот, в чем смысл? Я считаю, что парни, которые сюда приходят драться, они должны уважать в первую очередь промоушен и всех людей, которые помогают им этот промоушен развивать. И если у тебя нету каких-то конкретных предъяв к человеку, то смысл этот хайп устраивать. Смысл равняться на какие-то там другие промоушены, где люди ради хайпа начинают друг друга пидорасить, хуесосить. Я тебе 200 рублей за рекламу заплачу, так что там, дядь, и так далее. Зачем это делать? Ты же профспортсмен. И я вот, ну, ребята все, которые дрались, которые общались, я сижу, и мне классно от того, что нету этой дрочи, что все друг к другу с уважением относятся. Тут представители разных футбольных, околофутбольных коллективов, которые друг друга, по сути, могут ненавидеть. Но на уважение к промоушену все ведут себя классно. Так вот, я призываю к тому, что к друзьям промоушена давайте вести себя сдержанно и не хайпиться на них без причин. Спасибо. Хорошо, смотри. Конкретно к Филиппу с самого начала, когда был первый турнир, я сказал о том, что, ну, братан, давай, прорекламируй мой Инстаграм. Если человек с такой аудиторией в Инстаграме не может эти слова пропустить мимо ушей, то это о чем-то говорит, правильно? По поводу того, что ты говоришь, конфликт, кто-то что-то начал. Я на личности не переходил. Я не оскорблял человека. Я с ним стоял и разговаривал в шуточной форме. Если человек не умеет воспринимать шутки, то это не мои проблемы. Слушай, ну вы не близкие друзьями, что так подходите. Во-первых, мы с тобой не близкие друзья, мы с тобой не братья и никто. Да, понимаешь, ты в 2 дня, точнее 2 раза ко мне подходишь, постоянно одно и то же требуешь. Какие могут быть шутки? Потом ты говоришь, давай подеремся, ты меня не вывезешь. Зачем ты меня провоцируешь на это все? Зачем? Я, естественно, вспылил после этого всего. Я не хотел, возможно, даже этого. Но когда человек меня провоцирует, так же, как и тебя, ты также ответил. Зачем? Я не понимаю, какой смысл в этом всем. Подходить, братуха, прорекламируй. Давай, и сколько это раз было? Вот сколько ты раз мне это сказал? Раз 10, даже больше. Потом послушай, давай ну ты мог бы мне спокойно вывезешь. сказать, послушай, ну давай ты не будешь ко мне подходить, я бы это спокойно понял. Но, когда Нет, тебе просто сказали здесь первый раз, подожди, когда мы ты первый раз сказал, стояли, ну, мы помолчи. первый раз, подожди, я скажу, мы первый раз стояли, я с человеком стоял, разговаривал, тебе сказали, зачем ты подходишь, тебе это реально сказал Дима с париматча, охранник, мы с ним стояли, он тебе это сказал, говорит, зачем ты подходишь и вот это вот требуешь. Хорошо. Здесь Ты просто, смотрите, здесь просто вот сидят спортсмены в основном, все мужчины. Вы мне просто вот конкретно вот, как вас зовут? Как вас зовут? Павел. Павел, ну вот смотрите, вы как спортсмен высокого уровня, я так понимаю, правильно? Если бы вам человек, конкретно парень, мужчина, неважно, подошел и оскорбил бы вас таким словом, которым сказал бы Марвин, вы бы как сказали? Типа, зачем ты обзываешься? Нет, я скорее всего, честно скажу, я долго не сдерживаю эмоции, я дал бы сразу по шапке. Ну вот. Сейчас, подожди. Но важный момент ваше начало. С самого начала происходила чуть другая история. Если тупо подошел ты, чмошник, ну, я бы отреагировал так же, только я отреагирую чуть пожестче и сразу. У меня было много ситуаций, где я реагирую агрессивно. Но в этой ситуации ты подкатывал и на него наезжал. Но с твоей стороны ты думал, как это будет выглядеть. Но Марвин, он с другой стороны, он уже, как бы скажем, публичная личность. И когда незнакомый, не в обиду к тебе, то есть я такой же парень был, не в обиду к тебе, подходит чувак, мне сколько пишут, я понимаю, сколько хотят подраться и хайпануть, я понимаю их тоже. Но с другой стороны, ты публично, лицом к лицу к нему, говорю, давай подеремся, давай, иди сюда, ты лошара. С твоих ствол... Не, вот так говорить не надо. Ты не говорил, я сейчас скажу. Это мои слова, но это мой донос о том, что ты подносил к нему неуважительно. Если ты подошел к нему уважительно, Марвин, дружище, ну давай, ну как-то договоримся с тобой. Но ты с подъемом к нему подошел, говорю, слышишь? Чепуха, грубо говоря. Ну, я лично воспринимаю так. Если подошел бы к нему уважительно и сказал, Марвин, братуха, давай, ну, договоримся как-то. Ну, с твоей стороны было уважение? Ответь. Паш. Нет, подожди, сейчас я договорю. С твоей стороны было к нему уважение? Он тебя на бой вызывает, давай уже.
Слышь, Дань, ну честно скажу, не было. Ты прекрасно понимаешь, что не было уважения. Ты тропу Но эту у меня начал... не было и неуважения. Не-не, Я к подожди. нему относился максимально спокойно. Ну, Не-не-не, с шутками и неуважением. Ты эту тропу начал без уважения. Если ты бы начал эту тропу с уважением, ответ был такой же. Но ты начал, и продолжение именно такое. Идет сейчас говно. И реально сейчас мы не о Махаче говорим, а об таком небольшом скандале. Я напомню тебе в первый раз, когда ты ко мне также подходил несколько раз, и после боя, когда ты получал деньги, и я выходил. Помнишь, сколько ты раз мне говорил, давай подеремся, помнишь? А потом ты говорил, давай, ты меня не вывезешь, успокойся. Да ты ж ни о чем. Ты уже тогда не переходил на личности? Ты меня уже оскорблял тогда. Хоть и такими словами, не матерными, но не матерными словами тоже можно оскорбить. Поэтому я терпел. Я в первый раз действительно, я тебе ничего не отвечал, не матюкался, не хотел, по крайней мере. Может, пролетало, я не хотел. Но в этот раз я уже не сдержался. Ты сколько раз у меня спросил, давай пропиарь меня и тому подобное. 200 гривен, я такой же, как и ты. Я такой же абсолютно, как и ты. То, что у меня есть медийность, это не означает, что я выше тебя на уровень. Ты же говорил, что ты не Я не такой, говорил, я говорил про деньги. Послушай, это совсем другое. Я понял, пацаны, смотрите. Да вопрос не в том, кто как подходил. Хорошо, Даня, какая твоя вот цель этих качелей? Цели никакой нет. Нет, я не договорил, просто хочу, чтобы подождите. Я не договорил. ты понимал о том, чтобы такие слова не нужно говорить просто Я так. не договорил, И не в глаза, подожди. понимаешь? Таких, как ты, просто реально сотни, понимаешь? Когда я бросал вызов Тамаеву, меня каждый хотел на улице дернуть вот так же, как и ты. Вот так же провоцировали меня. Если я каждому буду отвечать, от меня живого места просто не останется. И каждый захочет хайпануть на мне, я не понимаю, зачем тебе это. Ну, у меня такие шутки. я так Подождите, шучу. господа. Так мы не знакомы с тобой. Мини. Слышно, да? Я извиняюсь. Я, присутствовал там на турнире, да, присутствовал вот сейчас вот очень близко с вот этот конфликт. И, Дань, я, говорил, как думаю, просто, если это так, тут нет ничего такого, понял? То есть все хотят какой-то урвать свой кусок славы и обратить внимание на себя даже такими способами. То есть, может быть, действительно, то есть, ты достойный боец, чтобы сражаться, то есть, с такими людьми. То есть, знаешь, это как... тут нет ничего такого, я считаю. Но тут момент уважения к человеку. То есть, допустим, когда ты выходишь на бой, ты же своего оппонента ставишь во что-то, правильно? Как человека, который может нанести тебе какой-то урон, вырубить и остальное. Не ставить его ни во что, нельзя. Опасно для себя и для своего здоровья. Момент второй. То есть, после боя тебе дали микрофон, и ты обратился к Артему Лобову за случай с Хабибом. То есть, чисто с моей стороны, знаешь, я не заангажированное лицо, не хочу быть на чьей-то стороне в вашем конфликте, но это для меня выглядит как попытка, да, взять большую крупную рыбу, обратить на себя внимание и сделать с ним бой, зацепить за личное. Для чего сделан этот турнир, объясни мне просто. Смотри, каждый турнир сделан для того, чтобы ты выходил, показывал свое мастерство, и чтобы, допустим, тот же Лобов сказал, слушай, ты классный боец, давай с тобой сделаем бой. Или тот же Филипп Марвин. То есть любое медийное лицо, которое сказало бы... Все же люди разные. Друг, например, Артема Лобова, Конор. Ребята, вы же все смотрите UFC, все смотрите мировые турниры и видите, как люди с кем общаются. Зачем мне рассказывать о том, как нужно говорить? Я так сказал, то есть, можете воспринимать как хотите, но... Я такой человек. Ты сейчас говоришь за то, что я не мужчина и не отвечаю за свои слова. Я не помню, сказал я это или нет. Но потом я тебе это сказал. Потом я тебе сказал это в лицо, и я отвечаю за то, что... Ты мне сказал, что... Ты не говорил, что я чепуха. Но ты... сказал, что я долбоеб. Я не знаю, я уже не помню. Так я не помню, потому что я сказал. Подожди. Игра слов, игра слов. Фил. У меня вот... Какаха? Что? Я знаешь, хочу сказать. Ты говоришь за Конора. Потом вместе пойдем. Ты говоришь за Конора, но есть же другие бойцы, да, которые, скажем так, заслуживают уважения и брать себя пример. Которые не говорят они не трэштокят, Хорошо, они доказывают мастерство. Мини, готовь бойца в его весе. Давай, дайте мне Артему сказать, пожалуйста. Не, я тебе одно хочу сказать. Вот, допустим, для меня, я как профессиональный боец, и когда занимаюсь, для меня это дело чести. Принимать бои с самыми сильными соперниками. Мне, когда и много очень предлагали набить рекорд, принять бой со слабым, я никогда в жизни это не делал ни за какие деньги, потому что я уважаю свою профессию. А в твоем случае ты не просто
просто не принимаешь, а ты вызываешь человека, который не боец. И профессиональному бойцу это просто недостойно, это низко. Ты вызываешь человека, который не занимается этим. Для тебя это, можно сказать, твоя работа, а он этим не занимается. Это первый вопрос. Второй вопрос. Он известная личность не просто так. Он стал известным человеком благодаря своему труду. Он рисковал жизнью, там лазил где-то, рисковал здоровьем своим. Благодаря этому он достиг известности. И ты сейчас хочешь, ничего не сделая, не проделав такую работу, просто на его известности нажиться. Это просто подло и низко, я считаю. Поэтому не веди себя так, пожалуйста, на самом деле. Исправься, вызови сильных бойцов и докажи, что ты умеешь делать на ринге. И после этого, когда ты кого-то нокаутируешь, сильного бойца, вот тогда вызывай кого хочешь, таких же бойцов, и у тебя тоже будет слава и деньги и все остальное. Но бой твой был очень шикарный. Бой был у него шикарный с... был бой вечера с Тохой Радько. Да. Где Тоха? Подождите. Не, ребят, я давайте все-таки по хочу поводу- сказать, я все-таки хочу сакцентировать внимание на том, что он говорит, что я не отвечаю за свои слова, то, что я его оскорбил и первый перешел на личности. Но первый день, когда было, когда он приходил получать деньги за это все, он... Нет, но действительно, он говорил мне, давай выйдем. Я говорю, зачем мне с тобой выходить? Что ты засал? Да ты засал. Да что мне с тобой драться? Да ты не вывезешь. Ну, действительно, то есть я, как говорил, не только матами можно человека унизить, но и обычными словами. И ты уже косвенно унижал, пытался унизить меня. Я тебе ничего на это не отвечал. Но ты первый перешел на личности и первый начал меня унижать. Слушай, я предлагаю так, давай ты попробуешь так, как он, попрыгать по домам там наверху, если ты сможешь этого сделать, тогда он с тобой выйдет, подерется. Ты сможешь так, как он, на одной руке там повисеть на 25-этажке, через мост там где-то прыгнуть, ты сможешь такое Махать сделать? за это ответственности Ну а что, не берем. это же... Сразу. Это же... там цензуру вставьте 18+. Это честно, если ты профессиональный боец, вызываешь в свою стихию человека, который этим не занимается. Ну как это не занимается? Везде ж крутят Марвина но о он том, же что не он дерется. профессиональный боец, Везде. да, он дерется, Это вся и но не с проблема, профессиональными понимаете, в том, бойцами. что блогеры Дерется с везде блогерами, с дерутся. другими, кто тоже не профессиональные бойцы, а ты профессиональный Я тебе боец. это и говорил, когда Давайте, ты говорил про подожди, пятки, давай тренер подеремся. никогда Я не тебе говорил, сказал, что я не дерусь с использовать блогерами. это. Послушайте, единственное, что я хотел донести до Марвина, о том, что человек не просто не умеет выражаться. То, что я там говорил, как никаких Ну, матов... так у меня есть эмоции, да подожди, каждый человек ты- Слушайте, разный, у каждого есть вы эмоции. оба где-то вспылили, неправы, оба. Смотрите, давайте сейчас мы эти окна чуть-чуть приостановим, уже реально переходит. Нам надо сейчас поговорить о наших бойцах. Мы еще как бы позанимаемся этим вопросом. Во-первых, у Фила скоро бой, и пусть он уже готовится к этому Тамаеву. Заболел, да, он? Выздоравливает. Да, он Тамаев. выходил, Передаем говорил, привет. что извиняется передо мной, перед Да. зрителями, что он заболел, и из-за него бой переносит. Да. Даник, ты готовься. В любом случае, я думаю, ты будешь у нас драться. Давайте завершим это как бы мероприятие и будем приглашать бойцов. Спасибо, Фил. Спасибо, Даня. Спасибо, Крокис. Спасибо, Тёма, за слова. Спасибо. Итак, встречаем наших следующих бойцов. Казакевич Олег. Ситарчук Александр по прозвищу Лев. Амельчук Александр по прозвищу Собака. Самое любимое мое прозвище. Ярыш Роман по прозвищу Ганнибал. Самсоненко Вячеслав по прозвищу Самсон. Сыромятников Никита по прозвищу Сырой. Мини-Тим. Начнем с первого поединка. Олег, Саша. Саня, расскажи, как ты оказался в спорте, а потом мы перейдем к твоему решению судейскому. Я с Мариуполя. Все началось с Мариуполя. Как говорится, через Пиздюлину. В 3 классе я жестко подрался. Ну, точнее, меня побили. Пацаненок. Он занимался боксом. Ну, и у меня такая обида затаилась, потому что пришли родители. Мне как бы было стыдно, что пришли родители. Ну, и как бы ругали его. Ну, и я поставил себе цель, что я узнал, где он тренируется. Я пошел туда, к тому же тренеру. Поднабрался опыта.
И пока я не закончил школу, я ему мстил. Да, до 9 класса. Ну и как бы вот это вот поставил цель просто как бы ему отомстить, ну и потом как бы влюбился в бокс, остался. Да. Он положил мне любовь к спорту, да, есть ему. Спасибо ему за это. Артур. Артур. Спасибо, Сань. Также хочу отметить человека, который готовил Саню к этому бою. Его тренер Саша Тарасов. Дайте, пожалуйста, Саше микрофон. Услышать хотим от него несколько слов. Всем здорово, меня зовут Саня. Хочу сказать пару слов по поводу Санька. Санечек мне написал, когда я сделал объявление по поводу Махача. Санечек написал, говорит, я хочу драться. Оказалось, у нас еще очень много общих знакомых с одной организацией. Вот. Плюс готовились мы ровно 3-4 дня в первом сезоне. Сейчас в этом сезоне, конечно, все будет по-другому, естественно. Мы настроены на победу. Хочу еще сказать от себя слова благодарности Андрюхе. Он нам дал площадку, где мы можем готовиться с Саньком. Хочу сказать пацанам и Славе спасибо, потому что вот нам дали возможность побоксировать с профиками в подготовке Санька. Вот. Ну и, в принципе, всем добра. Еще один моментик хотел сказать по поводу боя Санька. Вопрос, точнее, по поводу того, что после нокдауна, чтобы долговато и пацанов расчехляют. Вот у меня такой вопрос. Подожди, дядя Саша, к нам присоединился наш главный рефери Александр Мисюра. Да, он сейчас ответит. Здравствуйте всем. Саша, если я правильно понял вопрос, почему долго там, я смотрю на человека, после нокдауна, не готов. Да. Но давайте не забывать, что это не спорт, это без амуниции, без ничего. Поэтому моя задача как рефери была основная, чтобы показать яркость, да, яркий бой, но при этом человека не зажмурить, погасить, но не зажмурить. Понимаете? И когда вы показываете 2 пальца, он мне говорит 8. Этот вопрос понятен. Вопрос в том, что долго времени человек, то есть 8-5, то есть понятно, есть какие-то критерии в плане отсчета времени. Я понимаю, что это шоу, но так каждый человек может за минуту, в принципе, расчехлиться после нокаута, даже собрать голову. Если честно, я не помню такого, чтобы мы там минуту давали на это все. Был всегда, практически всегда был отсчет 10 секунд. Вот, на 8-й секунде человек говорил, я готов. Я смотрел на его наставников, там, кто с ним приехал, они мне кивали, говорит, да, он готов, все, пусть будет. Суть какая вопроса? Грубо говоря, там, то есть бой шел сначала в одну калитку, если ты помнишь, а потом был камбэк от Олега. На самом деле, скажу от себя, там, если это важно, он очень был заряжен, настроен. Я видел, как его, кстати, вот хочу сказать сейчас касательно Саши. Есть комментарии положительные, есть комментарии там негативные, как по всем, как и по мне, грубо говоря, как по ведущему. Саша — это тот рефери, вот Артем, Слава могут поддержать, которого бойцы ценят, любят и уважают, и где-то даже боятся. Вот когда он говорил им, там, условно, там, это делай, то не делай, разошлись, они, вообще сразу без слов слушали. Когда он там даже влетал под удары, грубо говоря, и их разнимал, это тоже заслуживает похвалы только. Касательно этого поединка, надо было, значит, добивать. Мое мнение. Артема, что ты скажешь? Если честно, я тоже уже прям конкретно не помню там, но я помню, была действительно задержка там, и действительно дали довольно-таки много времени на восстановление. Спорный момент, но я думаю, в дальнейшем все-таки надо будет более как-то строго, к этому относиться, то есть давать четкий отчет там до 10, да, там, если может продолжать, продолжаешь, если нет, то все, там, да.
это нужно, как бы, правильно сказали, что там, ой, точнее, неправильно сказали, говорят, что это не спорт, ну, все же это спорт, и мы хотим, чтобы это был больше спорт. Вообще все спорты, все пояса начались именно с этого спорта. Вот даже об этом были какие-то разговоры раньше. Самый первый пояс был вообще чемпионский, это именно был bare knuckle, да, и с него все пошли остальные пояса. Поэтому это действительно есть спорт, ему есть место быть среди спортов. Вот, поэтому, думаю, должно быть все же все как-то конкретно. То есть 10 секунд отсчитали, если готов, продолжает, если нет, все, остановка боя, нокаут. Ну, я думаю, это справедливо. Я одну секундочку. Соглашусь с Артемом, правильно все сказал. Давайте не забывать, что этот был у нас экспериментальный. Это был только первый турнир, на котором мы все увидели, бойцы увидели, что они, как они его видят в ринге. Зрители увидели свое, организаторы свое, рефери свое, наставники свое. И теперь мы делать работу над ошибками. Работа над ошибками будет сделана, да. да, и, безусловно. Мы еще раз обговорим правила четкие, и всем донесем эти новые правила, не новые, а, скажем так, коррекцию какую-то, и все станет на свои места. Благодарю за ответ. Еще хотел добавить, времени у нас было мало, Саня там сушился, еще мы в последнее время там еще скакалки, это много сил потратили. Это никак не оправдание, просто мы рассчитывали в любом случае на первый раунд, ну, мы не распределяли там силы. Я видел, там заряд такой да, был. На 3 раунда мы не распределяли, поэтому у нас расчет был первый раунд ушатать и все, и закончить бой. Поэтому, ну, получилось так. В любом случае, в этом сезоне мы покажем другой уровень и выносливость. Ждем. В любом случае, спасибо за замечание. Работу над ошибками мы проведем. Когда был первый поединок, и там отлетел нос у парня, мы с Сашей потом смотрим друг на друга, и человек со сломанным носом этот бой побеждает. И он на меня смотрит, я на него, Фил, Артем тоже. Мы смотрим и думаем, это мясо, начало. Ну, то есть вообще невероятно. То есть в любом случае мы будем работать над замечаниями. Спасибо, Саня. Спасибо, Саня подопечный. И тебе спасибо. Победит сильнейший, да. Давайте перейдем к Олегу. Олег, скажи, пожалуйста, ты с Херсона. Как ты вообще узнал о наших поединках? Как тебе вот далась подготовка? Всем привет. Узнал я от Рагнарока. Также сам увидел объявление. Спасибо еще раз. Увидел и не мог упустить такой шанс. Подготовка прошла, ну, честно сказать, не очень, потому что я за неделю до этого, может, за 2, буквально приехал с заработков, был в Германии, и не было возможности у меня тренироваться. Я 3 месяца не занимался, не тренировался. Ну, одну тренировку, если это считается, одну тренировку отходил. Думал, там что-то получится, но не получилось по работе, по графику. Приехал и не мог упустить такую возможность, и сразу же воспользовался и поехал. И опять же, так легко все не получилось. Заказал билеты на поезд, опоздал на поезд, отписался тоже, искал, как доехать. А мне ехать с Херсона, это 12 часов езды. В итоге нашел автобус, доехал тоже со своей девушкой. И в итоге все прошло хорошо. Я очень доволен, что я попал к вам и благодарен за такую возможность показать себя в вашей организации. Спасибо большое. Спасибо, Олеж. Есть вопросы к бойцам зала? Макс? Хотел задать вопрос по поводу судейства и как были раунды оценены. Это, наверное, вопрос больше к вам, потому что, ну, когда я комментировал, мне показалось, что 10-8 в сторону одного спортсмена, второй, третий раунд 10-9 в сторону второго спортсмена. И как, ну, лично по моему мнению, извиняюсь, была ничья. Ну да, мы отдали все верно. В первый раунд мы отдали Саше победу. Ну, там мы не считали 10-8, там, ну, вот именно как проф, там, бокс или как бокс, там, 10-8, 10-9. Там был нокдаун, отсчет нокдауна, да, Олегу, да, Олег, да? Олегу был отсчет нокдауна, но в этом же раунде было предупреждение Саши за добивание. В этом же раунде было предупреждение, это можно было, в принципе, уже, ну, как бы, если снимать балл туда-туда, то вот, ну, получается уже не 10-8, да. Ну, то есть было добивание, было замечание, ну, то есть, но все равно мы этот раунд отдали Саше. Даже с предупреждением мы все равно этот раунд отдали Саше. Ну, 2 последующих раунда, да, ну, там уже Саша, тренер, они знают причину этому, да. Причина где-то упала, выплеснул много сил, адреналина, не добил, и все. И 2 раунда ему было уже тяжковато. Ну,
Там они были, там не сказать, что там в одну калитку, да. Не, но я проиграл, преимущество было. третий раунд, это вообще, это просто... Да, ну уже ты второй... просто отдал центр и уже как бы, да, пытался уже там до конца достоять. Я думаю, что надо было давать экстра раунд. Либо ничью. Но было Мы что уже такое обсуждали это. Мы изначально обсуждали, давали что нет 4 ничьи. раунда, и по итогу все равно там у ребят Но, получилось, к сожалению, что ничья ни к чему была. не пришли просто, да. Вот, и они еще даже, Четвертый раунд их ничего не нету. показал. Андрюха, если ты дашь в будущем нам... Запишите там где-то в копилку реваншей тоже. В копилку. Да, На просто перспективу. я бы хотел сказать, что Санек красавчик, он пер, у него был заряд, но вот эти вот нарушения, к сожалению, его, возможно, тоже подвели, потому что Он чересчур заряд прям, был, да. да, но ты добивал просто люто. Знаешь, будто это был Махач, но Махач на улице. Ты просто хотел убить в первом раунде. Но, мне кажется, стопа у тебя тогда совсем не Ну, было. рефери не подходил, и как бы... Нет, там было все на грани, в первом раунде было на грани остановки боя, но мы потом... Было, Саша. Да, это самое, мы говорили о том, что реф сказал останавливать, хотел бой. Мы тогда с Андреем, мы с тобой сказали, спроси у секунданта. На самом деле, да. Мы отправили посмотрели, к секунданту. и там, честно скажу, было какое решение. Секундант сказал, Славиком и продолжаем. секундантом переговорили быстро в перерыве. И если, ну, вот как оно было, если он сейчас еще один раз окажется на настиле, все, ну, то есть ставим, Саня тоже свидетель, но он каким-то чудом встал. Ну Честно, да, не и знаю, там и секундант сказал, что мы это был, продолжаем, наверное, самый мы готовы звездный продолжать бой. камбэк в тот вечер. Мы вообще не ожидали, что он вернет этот бой. Вообще, да, они, на характере. Так, поехали к следующему поединку. Рома, Саша. Хочу сказать несколько слов о Саше. Вышел на коротком уведомлении в самый сумасшедший бой. Я не понимаю, как он согласился. Это надо быть настоящим мужиком. Там, не буду говорить о всех достоинствах. Человек, который без спортивных каких-то достижений, регалий, но, конечно, с очень крутой физухой. Я видел, как он работает. Вышел против МСМК. Бой закончился скоропостижно, тяжелым, я не знаю даже, как это назвать. Нос сломали тебе? Не? Нос целый, слава богу. Быстрый бой, наверное, самый быстрый это нокаут, Слав, да? У нас тогда был. 10 секунд. Скажи, пожалуйста, вот когда ты выходил, были ли у тебя мысли там, что ты вот сейчас попадаешь на такой бой, что, ну вот, когда ты понимал вот это вот все? Расскажи свои эмоции. Нормально я вышел, ну, переживание было, конечно, перед боем. Ну, там, я не думал про соперника, что там у него там какие-то достижения. Я вышел просто, ну, я бы, чтобы начал бы бой нормальный там на дистанции, все было бы, даже немножко показали бы нормальный бой. Вот. Ну, приехала группа поддержки и говорят мне, давай сразу в атаку и вали. Я, короче, рванул, но это не бокс, не перчатки. Закрыл сразу, прошли все удары, да и все. Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты тренируешься, где живешь вообще. Живу в Киеве, сам родом Житомирской области, с поселка Пешутраменское. Еще когда-то в детстве, во втором классе, пошел на карате, там месяц позанимался, потом уже, ну, секция закрылась. А так постоянно, как бы, такое еще время было. Спорт всегда был там хоккей, футбол, баскетбол, легкая атлетика, турники, брусья. Ну, уже, можно сказать, вырос, поехал на работу, ну, такое время было, такая бедность, поехал в Москву работать на стройку, ну, потом приехал, сейчас в данный момент в Киеве, было 25 лет, ну, занимался физически постоянно, там, ну, там в гидропарк ездил, там, в качалку, ну, вот. А потом друг позвонил мне, говорит, есть секция, не хочешь на тайский бокс, Белый лот? Я говорю, ну, не вопрос, там есть бесплатная тренировка, пришел, попробовал, понравилось. Ну, начал заниматься 5 лет, ну, так чисто для себя, ну, позанимался 5 лет,
появилось чудо, ребенок, ну и уже как бы спорт на второй план. Ну, все равно ну, как бы перед работой еду, все равно заезжаю там в гидропарк, занимаюсь или после работы. Ну, так что вот так. Спасибо, Саша. Помню, когда Саша приходил к нам на кастинг с дочкой. Это было бы так прикольно. Папа там разминается, бьет грушу, а дочка сидит на стульчике, смотрит, такая улыбается. Ты хороший отец. Так, перейдем к нашему следующему бойцу, точнее оппоненту. Рома, насколько я помню, нос у него целый, а рука у тебя повреждена. Ну да, сломал чуть-чуть руку. Как проходила подготовка к поединку? Я помню, ты на коротком уведомлении тоже у нас появился в организации. Как тебе вообще кулачные бои? Ты человек с таким стажем и опытом в единоборствах. Расскажи, пожалуйста. Да, круто все очень. Готовился 2 недели, в принципе. Ну, там друзьям позвонил, побоксировал с ними чуть-чуть, вспомнил, как оно должно быть на самом деле. Но Бернакл смотрел, то есть фанат кулачных боев. То есть мне нравился этот мотив и вообще очень круто. Ну. В любом спорте там 70% это руки, то есть и тут ну, все равные стили по сути. Там борец по-своему бьет, там боксер по-своему бьет. То есть это очень круто приспособиться к любому оппоненту. Да, вот так. Ну, у всех шансы есть всегда, потому что любой ударный спорт это ну, руки в первую очередь. Хотя ну, фанат ног и там киком занимался, и мне всегда нравилось. Ну, именно такой смешанный стиль ударной техники. Ну, техника очень хорошая на самом деле. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты в своей весовой категории себе конкурента и, возможно, ты хотел бы с кем-то зарубиться? Да у нас тут все, ну как, наши братья, они самые сильные соперники. То есть у нас талантов куча там. И я простой чувак на самом деле. И, ну, как говорится, никому не откажу, но там кому-то кидать вызовы, то есть, ну, смысла я не вижу. То есть, ну, бои тебе интересны, ты бы хотел продолжать? Конечно, если здоровье мне даст, то я готов, и мне очень это интересно, и хочется реализоваться до конца все-таки. Там где-то я, ну, что-то упустил, какие-то года упустил и так далее. Тоже, кстати, 2 бойца возрастом 31, если не ошибаюсь. 31, да. 36, 34? 34, будет 34. Тоже уважение, достойно. Я думаю, что Саше в любом случае надо на 2-й сезон, он уже не успеет подготовиться, на 3-й сезон, Сань, по-любому ты бы хотел выскочить? Да, конечно. Главное, чтобы было здоровье, всегда дух есть, слава богу, и всегда есть желание. Красавчик, мы найдем тебе оппонента. Вопросы у ребят? Задать вопрос, но это, наверное, ну, явно бросается то, что уровень спортсменов, ну, разный. А как так получилось, что они вместе? На самом деле, отвечу, как ответственный, наверное. Честно сказать, как ни странно, вот за неделю к поединку где-то 15% пар срезается. То ли из-за страха, то ли из-за чего. Сначала приходят ребята, я готов, потом то он заболел, простудился, то у него травма. В последний момент, мне кажется, это включается какая-то трусость, что ли. И хочу, наверное, больше бойцам нашей лиги сказать и потенциальным бойцам. Будьте мужчинами, то есть если вы уже на это пошли, приняли решение, идите до конца, так как вы подставляете других людей, которые тратят свое время, там, возможно, ресурсы, приезжают к нам и им говорят, ну, нет поединка, в твоем весе никого нет. Было так с тяжами, грубо говоря, там должен был быть потенциально хороший бой. Так у нас сейчас может срезаться супертяж 124 килограмма. Это уникальная как бы возможность для Украины. Вы сами знаете, в таком весе мало кто есть. Вот есть по первому сезону такие даже моменты, когда был там глухой нокаут за 20 секунд и... Там парень, не буду называть его имя, просто сменил тоже Инстаграм. Ну, проигрывать надо с достоинством, в любом случае это опыт, и ничего страшного в этом нет. Ну, проиграл, дальше победишь, то есть такое дело. Думаю, ответил. Да, а много вообще бойцов снимается? Какой процент? Вот формирую карт, грубо говоря, и 30% с этого карда слетает. Да, и приходится это все опять там звонить ребятам, эти короткие уведомления, и неудобно перед ребятами, перед бойцами, но как-то и хочется, чтобы и другие не теряли пару и подрались.
Но мы опять же проводим работу над ошибками и стараемся уровень бойцов повышать. И как бы опыт, я лично смотрю, они приезжают, работают с моими тренерами. Вон сидит Слава с 2 бойцами талантливыми. Они держат их на лапах, работают на мешках. Где-то я спрашиваю мнение того же Славы, то есть какие-то там спорные моменты. Поэтому всю вину как бы касательно бойцов беру на себя я. Не, на самом деле работа матчмейкинга — это очень сложная работа. Тебе за это большое спасибо. Ну и спасибо, что принимаете спортсменов. И мне интересно, надо будет пошутить в следующий раз, чтобы весь кастинг проходили через Сашу Захожева. Будешь лапу держать, Сань? Есть еще вопросы к данной паре? Фил, Максу давай. хочу ответить. Скажу так, что второй кастинг прошел намного круче. Ну, я на первом, конечно, не был, но видел, как на втором кастинге все проходило. И ребятам, которым говорили там, не завышайте свои регалии, выходили, откровенно говоря, нулячие ребята, то есть даже нулячие меня, там, и говорили, что они профессионалы там, и тому подобное. Вот. И Андрей, Слава, мы стояли, то есть я слышал, как ребята общались и говорили, кого мы берем, кого не берем. И действительно отбирали очень достойных бойцов, поэтому я думаю, что со второго сезона ивента придут очень сильные ребята, и на самом деле они вам очень большую конкуренцию могут составить. Да, будет видос, кстати, с кастинга коротенький на ютубе. Хорошо, еще есть вопросы по данной паре бойцов? Смотрим хайлайтсы тогда данного поединка. Перейдем к нашей следующей паре. Самсоненко Вячеслав, он же Самсон, и Сыромятников Никита по прозвищу Сырой. По этому поединку, сразу скажу, помню, был бонус за самое разбитое лицо. Ко мне еще подошел тренер Славы и говорит, а вы правду дадите такой бонус? Дал я бонус этот? Да, Фил тоже это видел. Никита, у тебя, насколько помню, первый разряд взрослый, да? Не, вообще у меня нет разряда, ничего, никаких достижений. Миня, а у что меня ты нет. написал ему разряд? Хорошо. Расскажи о себе, чем ты вообще в жизни занимаешься, учишься, возможно, работаешь. Да чем? Тренируешься? Я как обычный человек занимаюсь, работаю, конечно, да, там в охране подрабатываю. Там тоже другое. Занимаюсь спортом вот с 6 лет, я там занимался тэквондо. Вот, я по тэквондо выигрывал область, не знаю, чем мне там по боксу разряд написали, может, меня неправильно поняли. Неважно. Вот. Потом там до 15 лет я вообще особо руками там, не тренировался, не махал, постоянно ногами тренировал, ноги, все время ноги. Вот. И потом в определенный момент я пошел на ММА, и там я познакомился с новыми парнями для себя и узнал, что такое околофутбол. И пошел и начал двигаться в этом движении, и мне это понравилось, и вот я до сих пор двигаюсь в этом движении, и это довольно-таки круто. Это новые эмоции, которые нельзя, никогда ты не забудешь их. То же самое, как кулачные бои. Жизнь наша состоит из эмоций. Я думаю, я правильно говорю. Все четко, красавчик. На кулаках, как тебе твой дебют? Понравилось? Честно, да. Я провтыкал момент, когда надо было встречаться со своим противником. Это не важно. Вы спали вроде, да, Мини, всей командой? Да, мы спали, все время лежали, отдыхали, восстанавливались, потому что, да, я гонял вес, я там весил 70, мне нужно было в 65, я там согнал до 63 вообще. Чуть перегнал, ничего страшного. Вышел, чувствовал себя свежо, вообще очень отлично. Пока парни там смотрели, как дерутся наши другие парни, я там сам с собой настроил себя. Понял, что лучший тренер. Что мне нужно делать, Винни был занят, в общем, других секундировал. Я понимаю, что я один, но мне нужно что-то сделать. Я там себя как-то настроил, раскидался. Все, и вижу, пацаны идут, значит, нужно. Все, пойдем, пошли драться. Подрались. Все, вот. Мне было страшно чуть-чуть, конечно, потому что новый спорт, в принципе. И,
когда мы уже сошлись, и был первый удар, все, эмоции пропали, и пошла рубка, и просто рубились, дрались. Ну, спасибо, Славе. Спасибо большое. Славик, расскажи, пожалуйста, о себе. Насколько я помню, ты КМС, да, по боксу? Да. Как вообще прошла твоя подготовка и какая разница между боксом и кулачными боями? Сначала хочу поблагодарить тебя, Андрюха, и всех остальных организаторов, которые дали возможность поучаствовать в вашем шоу. По подготовке было 8 месяцев у меня простое. Работал, нужны деньги были. Мне друг скинул ваши кастинг. Рагнарок, кстати. Рагнарок, привет. Андрюха, еще раз, спасибо тебе. Скинули, типа, не хочешь попробовать? Я такой, ладно. Написал вам. Вы ответили, сказали кастинг, утвердили меня. Начинал тренироваться. Мне сказали сбросить до 65. Я весил 70 тогда. Сбросил сначала первых 2 килограмма, вес стал. Потом, вес надо было сделать же. И фуросемид, это все знают спортсмены, что это такое. Слетел вес, я в весе, и все. Дальше вы все знаете. Вопросы есть к нашим бойцам? Мини, расскажи, как ты так тренируешь, что человек сам готовится, пожалуйста. Дайте микрофон. Раз. На самом деле, хочу сказать, что подготовка Никиты прошла... Он, чтобы вы понимали, это, то есть, каждый день они встречались, у них была своя работа, там прописан момент тренировочных там сборов, так сказать, насколько позволяло это время сделать. Был Ростик, был Антон, Реал, еще парни, которых на рассмотрение кидал, можно пересмотреть чуть-чуть. Тонкий намек. Вот. И они все реально хорошего уровня. И Никита, среди них, был как андердог, такой, скажем сказать. То есть он составлял конкуренцию, но все равно были какие-то замечания, там, руки повыше, двигайся, все остальное. И честно, вот он выходил на бой, я думал, сейчас надо как-то собраться, да, то есть он там, реально был, там выходил один человек, второй человек наш, все время был возле ринга, то есть кто разминался, на самостоятельно эту подготовку было уже. И он вообще показал просто другой уровень, это был вообще другой человек, он, видимо, когда выходит в ринг, он притворяется на тренировках, когда выходит в ринг, это просто, красавчик, класс, похвалили, и я прям там ему в промежутке задал вопрос, говорю, что ты так на тренировке не работаешь, в чем проблема? В общем, молодец, я надеюсь, что на следующий турнир ты покажешь тоже хороший класс. Еще вопросы есть к ребятам? Раз вопросов нет, давайте посмотрим хайлайты. Итак, продолжаем наш вечер и встречаем наших следующих бойцов. Козлов Данила, он же Чава. Поддержите, ребят. Радько Антон, он же Берсерк. Рома Колот, он же Викинг. Павлишин Владислав, он же Чернобровый. Не захотел ты прозвище цыган, оно мне больше нравилось. Теплюк Вадим по прозвищу баскетболист. И Николаев Андрей по прозвищу Рудик. Итак, давайте начнем с нашего поединка вечера. Козлов Данил и Радько Антон. Одни из самых ярких бойцов в нашей лиге. Начнем с Даника.
двукратный чемпион мира по панкратиону, если я не ошибаюсь. МСМК. Да, все верно. Как, Даник, ты занимаешься? Как вообще ощущения? Чем ты живешь в жизни обычной? Всю жизнь в основном посвятил спорту. С самого детства ездили на всякие разные чемпионаты Украины, потом поехали на чемпионат мира, но, как показала практика, в Украине спорт не сильно хорошо спонсируется, поэтому я спорт немножко откинул на второй план и пошел заниматься своими делами. Вообще родом из города Чернигова, но на данный момент проживаю в Киеве. Здесь живу, пока здесь не тренируюсь. И, в принципе, все. Спасибо тебе, Даник. На самом деле, данных два бойца, это, в моих глазах, по крайней мере, это первые претенденты на чемпионский пояс в данном весе, 80-85. Давайте перейдем к Антону. Тоха, ты с команды Леши, который уже у нас был, Прожат Тим. Скажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься. Я знаю, что ты тренируешь деток, у тебя также есть свой зал. Это очень круто, хорошее начинание. Розкажи, пожалуйста, о себе. Дякую. Ну, загалом я більше тренер, чим спортсмен. Треную по 8 тренувань в день. У мене діти від 5 років, ну і до металолома, який ходить там раз в тиждень, типу чуваков по 30 років. Різні вікові групи. Вже, в принципі, є діти там і призери чемпіонатів світу, Європи, там з біосамбо, з змішаних єдиноборств, тобто з бразильського джиу-джитсу, розвиваємося, рухаємося. Але я рахую, що кожен має подавати приклад. І я саме той приклад для своїх учнів, де і загалом для жителів мого міста. Тому що в нас маленьке місто, я сам не з Рівного, я до Льохи приїжджаю тренуватися, готуватися до боїв. Сам з маленького міста, районний центр, по суті, там з дорослих спортсменів. Це я, мій учень, і на тому добрий день, здрасте. В основному діти, соответственно, готуватися до боїв дуже складно, постійно потрібно десь виїжджати. В принципі, так. Через то я рахую себе більше тренером, ніж спортсменом. На самом деле, Антон – это яркий пример работы над собой и работы тренера. Это я намекаю действующим и перспективным бойцам, кто хочет у нас подраться. Объединяйтесь в команды, ищите грамотных, умных наставников, которые вас подведут. То есть парень с базой ММА, я не ожидал, что он будет так хорошо себя показывать в стойке. Перейдем к нашим следующим бойцам, которые приехали, грубо говоря, без пар. Их оппоненты по каким-то причинам сегодня не смогли к нам доехать. Начнем, наверное, мы с Ромы Колота по прозвищу Викинг. Настоящий рубака из города Коростышев. Я думаю, ты там уже тоже легенда, как и Паша Павлов в Шостке. Расскажи о себе, чем ты живешь, как тренируешься. І взагалі, як ти к нам попав? Що сказати, живу життям просто людини собі, та і все. Тренуюсь, тренувався як виходить. В останнє время вже більше на це акцент роблю, бо хочу вже щось і бачу перед собою перспективу. В років це 19 мені було, я так вийшло, прийшов в зал з ММА. Завжди знав, що є такий вид спорту, завжди хотів, але якось не вийшло. І все, побачив то, я перед собою якусь ціль, почав конкретно займатися, я тоді щось 2 місяці позаймався. Вийшло так, що область була. Тоді заявився на область, 84 кілограми, я тоді не зміг скинути, вийшов. Було в мене 2 бої, тоді перший я виграв. Не знаю, там де емоції, чи що. Забив, чувака досрочно. Слав, может, ты как тренер подскажешь, над чем поработать Роме, потому что духа и физики у него хватает, чтобы он показывал еще выше уровень и круче? Над чем? Над школой, как у нас говорят, над школой бокса, да, то есть, все равно надо начинать со школы, а потом дальше повышать. В
В принципе, бой-то у них хороший получился. Ну, он именно такой боец. Уличный боец, наверное, больше, да. Где-то немножко его подкорректировать. Там, ну, я так понимаю, что как нет такого даже тренера, да, который бы тебя там... Ну, есть тренер, это мои простой... Ну все, это ну, все или стабильности, да. Да, нестабильность. Нестабильности нет, да, оно где-то теряется. Очень, ну, то есть нужно... Зачем? Чтобы здесь драться, тоже нужно ребятам, ну, понимать, что не так, как там неделю позанимался, вышел, да. То есть это надо стабильно заниматься, ну тогда будет результат. Спасибо большое, Слав. Ваня, Крымский загар. Ну, у меня не вопрос, просто комментарий хотел сказать. Уважуха, Рома, твой бой один из самых ярких. Я там даже на Ютубе, можешь посмотреть, там закусился с типами какими-то, там что-то спорил до бесконечности. Классное шоу было, классный, красавчик. Красавчик, спасибо большое. Итак, наш следующий поединок. Чернобровый Влад против... Соперник не приехал. Да. Влад, насколько я помню, с Харькова парень. Скажи, пожалуйста, Влад, вот ты очень техничный боец, нам кажется, что незаслуженно у тебя КМС. Точнее как, что на самом деле ты, наверное, мастер по своим, как бы там, ну, регалиям. Сейчас, секундочку. В первую очередь, привет, пап, привет, мам, привет, Максим, это мой братик. Не забывай выполнять те задания, которые я тебе даю, будешь капитальным красавчиком. Спасибо также своей девушке за поддержку, спасибо своей братве, тренерскому составу и спасибо всему Хмельницкому. Я знаю, что вы за меня топите, и я вас не подведу. Буду топить до конца. Теперь касательно, если взять спорта, меня с детства привели в спорт родители. Я с детства занимался танцами, получается, 6 лет, народными танцами. Я прозанимался 4 года. В 10 лет я пошел на вольную борьбу, прозанимался на вольной борьбе года 3. Потом я получил травму, там, получается, свернул шею, после чего мне сказали, что уже все, борьбой заниматься нельзя. Там был, получается, простой где-то года 2. И после этого меня как бы привели уже в бокс, в школу бокса «Авангард». Я думаю, те ребята, которые боксируют, знают, какая это школа бокса «Авангард». Там тренирует Антон Николаевич Чумаков, заслуженный тренер Украины. Школа очень серьезная, то есть серьезная подготовка. У нас в неделю 7 тренировок, то есть единственная тренировка, это когда можно было отдохнуть, это четверг. То есть у нас даже в воскресенье были спарринги, и после спарринга было собрание, то есть у нас серьезная была подготовка, и у нас такие были как бы правила, что если ты не боксируешь, то потом тебя будут как бы бить в дальней раздевалке, потому что ты не вылаживаешься на всю как бы полную силу. То есть была такая жестокая подготовка. Но это им спасибо. Также хочу сказать спасибо тренеру Анатолию Николаевичу Чумакову, Андрею Анатольевичу Чумакову, Дмитрию Ивановичу Смагуле, Александру Ивановичу Черному, Барбаку Григорьевичу Васильевичу. Григорию Барбаку Григорию Васильевичу. Немножко волнуюсь. И Максиму Бугаеву. То есть также спасибо Андрею Николаеву. Он мне в один прекрасный день позвонил. Да, с моего как бы зала. Вместе тренировались, тренировал меня. Он мне позвонил в один день, просто предложил поехать на кулачные бои. Я даже не думал, что буду на кулачных боях как бы участвовать. А касательно вот кандидата и говорите, что вы мастер, то нет, я только кандидат в мастера спорта. Была возможность выполнить мастера спорта, но я его не выполнил. Дрался, получается, в финале, не в финале, в полуфинале с Гачаевым. И я ему проиграл чуть-чуть, и все. И получается, мастера спорта я тогда не выполнил, а денежки надо было зарабатывать, и пошел как бы работать на игровые автоматы этим охранником. И все, я тогда спорт забросил, именно так, чтобы заниматься ежедневно. Ну, каждый день, когда получалось, турник, брусья, побоксировать где-то, побить грушу, я думаю, что это уже будет у меня до конца жизни. Я схожу, не смогу без бокса, без тренировок.
Один из самых перспективных бойцов в нашей лиге, один из самых техничных бойцов в нашей лиге. И, по моему мнению, претендент на чемпионский пояс в данной весовой категории. Какая у тебя? 60-65. 60-65. Коля Кевуш, привет. Да, мне было бы интересно с ним побоксировать, но я бы хотел с ним побоксировать чуть-чуть попозже, чтобы он набрался опыта, чтобы я набрался опыта, и мы бы, думаю, показали бы хороший бой. Согласен. Николаев Андрей по прозвищу Рудик. Андрюха, твоего оппонента сегодня тоже нет. Молот, мини-тим, к сожалению, не смог приехать. Вы показали яркий бой. У тебя уникальная техника. Скажи, пожалуйста, что у тебя с рукой? Во время первого раунда я бил левый сбоку, и он тоже был левый сбоку. И он попал мне кулаком в бицепс, и бицепс оторвался. То есть на второй раунд я уже выходил без левой руки полноценной. Там уже чисто на морально-волевых как-то старался выкинуть. Я думаю, это достойно уважения и поддержки. Расскажи о себе, как ты тренируешься. Возможно, вы тренируетесь вместе с Владом. И как долго будет твоя рука восстанавливаться? Начинал тренироваться я вообще с самого детства. В 4 года я пошел на спортивную гимнастику с 4 до 5. С 5 до 6 я занимался плаванием. Потом отец отдал меня на дзюдо. Дзюдо мне не нравилось вообще. Ходил туда чисто из-за того, что папа заставлял. Но в 12 лет у нас, получается, дзюдо на первом этаже, а на втором этаже бокс. Я постоянно смотрел на боксеров, и мне всегда хотелось на бокс. И в 12 лет я подрался в школе и сломал руку. Ну и папа у меня тоже КМС по боксу, дал добро. Говорит, типа, ну давай иди поучись уже правильно бить. Я пошел на бокс и полюбил этот спорт с первой же тренировки. Он у меня в сердце на всю жизнь. Тренировался в «Авангарде» в Хмельницком до 16 лет. Потом вместе с боксом у меня появились проблемы с полицией. Получается, начал драться чаще. И папа говорит, что вот так вот. Еще одна заява, и идешь в Суворовское. И через неделю у меня новая заява, и я поехал в Суворовское. Поехал я в Суворовское. Да. Ну, как бы в Суворовском дрался еще больше. Там вообще без этого там дедовщина была. Но меня особо не трогали, потому что знали, что получат. Там до 18 лет был в Суворовском, тренировался. Мне дали пропуск, я ходил в город в шкіряну рукавичку. Там Дима такой кит, я мастер спорта, мы с ним постоянно тренировались. Привет, Димон. Сейчас он тренирует уже во Львове. После Суворовского я поступил в погранакадемию. Как бы не пускали меня в город, в академии было только рукопашный бой и боевое самбо. И я пошел на боевое самбо, потому что там был хороший тренер, он чемпион мира. Как бы я хотел поучиться борьбе. Выступал по рукопашному бою за сборную академии, ездил по всяким соревнованиям. Ну, в 20 лет меня выгнали за драку. Я пошел в увольнение. И на день рождения попал, и там по пьянке, короче, к нам подошли менты, я их сложил. И, короче, одному сломал бороду, другому нос. И, короче, выгнали меня с академии. Ну что, вернулся на бокс, я в «Авангард», походил пару месяцев. Как бы с моей команды там уже особо не было, были одни малыши.
я понял, что как бы надо что-то думать, зарабатывать деньги. Ну, и начал зарабатывать деньги. Там пошел на работу, там охранник на аппаратах, там другие движухи пацанячие. Пацаны постоянно меня подбивают на эти бои. Смотрим топ-доксе, говорят, Андрюха, ты там можешь стать чемпионом, там ты у пулеметчика можешь выиграть, у моряка можешь выиграть, типа, там, то есть все. Я то есть я хожу, типа, кручу в голове, кручу в голове. И вдруг меня скидывают за Махач, что вот идет, что будет Махач. Рагнарёк? Не Рагнарёк, а в Телеграме. Я уже думал опять. А в Телеграме, короче, там. Так это ж Рагнарёк. Мне друг скинул, друг скинул с Телеграма объяву. Ну, или с Рагнарёка, я не знаю. Я еще не понял. Я не понял, кто там. Ну, я сразу сказал ему, что нет, типа, я не готов. Я понимаю, что я даже 3 раунда не продержусь, потому что выносливости нет, там, ничего не тренировался, там, что я делал, это турник бруся. То есть это вообще противоположно для бокса, потому что я закачался, медленный стал, закрепощенный. Ну, потом предложил Владу, а Влад приехал ко мне и говорит: Андрюха, поехали со мной, потому что Зачем нам эти автоматы? Давай подеремся. Говорит, потому что ты мне предложил одному услову ехать. Я ему говорю, ну давай. Ну так я попал на Махач. Красавчик, красавчик, спасибо тебе. Есть вопросы к Андрею зала, ребят? У меня один вопрос. Слушай, а ты случайно фехтованием не занимался? Мы когда смотрели твой бой, ты такие выпады делал, мы думаем, он, наверное, с фехтования пришел. Но, слушай, у тебя эффективно это было, на самом деле, потому что иногда люди запариваются чересчур много, вот там технично, они забывают смысл техники. Техника нужна для того, чтобы тебе попасть, а в тебя не попали. И если ты это выполняешь, то неважно, как ты это делаешь. Если по тебе не попадают, а ты попадаешь, то это хорошо. Когда был первый UFC в 93-м году, никто не называл Хойса Грейси техничным, потому что не знали, что он творит. Но все сдавались, и он выиграл и стал чемпионом. Поэтому ты работал красиво, хорошо. Но скажите, фехтованием занимался или нет? Фехтованием не занимался, мне было бы интересно позаниматься этим видом спорта. Да. Ну, скажу тебе... Следующий бой будет по правилам фехтования. Да. Скажу тебе, что не особо просто хотелось получать голым кулаком, поэтому у меня была такая установка, тут дальняя дистанция, в опасном положении, типа, то у тебя доли секунды есть, чтобы принять решение. То есть либо сделать нырок, либо уклон, либо навстречу дать. Ну, есть много вариантов, и надо принять решение. Я себе просто понимал, что самое эффективное — это клинч, самое безопасное, вернее. И все. Дальняя дистанция и клинч. То есть хитростью и опытом, я считаю, я выиграл этот бой. То есть физически я не был готовый. Но к следующему бою, я думаю, буду более готовый. Несмотря на руку, есть правая. Восстанавливайся, мы тебя ждем, Андрюх. Все впереди. Ты же понимаешь, это единственная драка, где не напишут о тебя заявление. Это точно. Перейдем к нашему следующему бойцу. Теплюк Вадим по прозвищу баскетболист. Его оппонент, к сожалению, не смог сегодня к нам приехать. Даншин Ярослав, мастер спорта по боксу, его оппонент. Был зрелищный, хороший бой. Но Вадим показал характер. Расскажи, пожалуйста, о себе. Насколько я помню, у тебя база ММА. Как тебе переход в кулачные бои и как тебе дался сам поединок? Всем привет. Я сразу, наверное, скажу относительно самого боя. Я немного охренел, потому что
У меня первый раз в жизни выключался свет, наверное, 3 раза. И когда я пересматривал бой, ну, то есть, когда я дрался, мне казалось, что все очень быстро происходило. Но когда я пересматривал бой, то я еще двигался там. И когда был момент, когда я полетел на него, там вроде бы я упал и сразу встал, но в этот момент у меня выключился свет. Ну, типа, у меня было такое положение, что выключился свет, но я сразу раздуплился. И было так, наверное, раза 2, но 3 я уже точно не помню. Что скажу, что вообще я не ожидал, что будет такая антропометрия тела, как и у меня. То есть я почему-то рассчитывал, что он будет хотя бы... роста, говоришь, да? Да. То есть и когда он встал на веса, и у него был вес 92 килограмма, у меня был 84, и меня подходит и спрашивают, ты будешь драться? И я стою такой, думаю, бля, ну нахера я тогда сюда пришел, погнали, типа, живем один раз, нужно драться, потому что, сливаться это было бы вообще, то есть некрасиво, и, то есть мне бы честь не позволила просто так уйти. Относительно него я не скажу, что прям он жесткий и какой-то непроходимый левел. Его можно было, я думаю, как для себя, думаю, стратегически как-то можно было его. Была моя ошибка, когда уже второй раз у меня потух свет, у меня сразу в голове такая мимолетная мысль, думаю, надо, попробовать сократить дистанцию, попробовать, чтобы он, 92 килограмма, он же должен, сдохнуть, по-любому. И, я просто помню, что я свожу руки, и все. Лучшее объяснение. Не, я понимаю, да, это смешно, но просто удары проходили даже через блок, и, то есть я не успел даже среагировать, просто выключился резко свет, и, что я могу сказать, этот парень красавчик, он отдал 10 лет боксу, и я уважаю абсолютно всех ребят, боксеров, которые, я считаю, что это очень кропотливый путь, они очень трудную работу проходят, я просто иногда залетаю на бокс, и я вижу, как эти пацаны пашут, они, реально, это железные люди, я безмерно проявляю к ним уважение, потому что я считаю, что это действительно очень сильные люди. В данный момент меня окружают очень правильные люди, это Колян Кеуш, это Баточка Денис, братик, здорово. Это Рыженко Максим, это мой наставник на работе. Он очень хорошо меня мотивирует, он постоянно говорит о моих ошибках. Это Максименко Андрей, это мой друг с детства. И я считаю так, что с этой командой, с правильными мыслями, мы их направим в правильное русло, и это будет довольно сильная команда. Мы будем развиваться, двигаться дальше. Всем пацанам, которые будут дальше выступать, хотелось бы сказать, что я просто постоянно слушаю, говорят, вот там, это как на улице, это, пацаны, ни хера, это, не улица, типа, Да, может быть, на улице, когда вы деретесь с типом, и вы выкупаете, что вы там занимаетесь, и вы сильнее него, да, не вопрос, вы там разваливаете. Но когда ты выходишь с типом, драться на кулаках, и ты понимаешь, что он мастер, я играл по его правилам в этом бою, я боксировал, и моя ошибка была то, что я с мастером спорта пытался боксировать. Я пытался боксировать, что-то там джеб пытался ему вкидывать. Это была грубая ошибка моя. Мне кажется, нужно было херачить, как на улице, кидать, ему плюхи, пытаться как-то его дискоординировать. Но, то есть, как говорится, после драки руками не машут. Поэтому, я думаю, дальше будет больше. И у меня есть сейчас такое предложение. Это боец по прозвищу Рыба. Ой, рыба, собака. У него... Прости, друг, прости, пожалуйста. Я считаю так. Я считаю, что он не реализовал себя в бою. Он не показал себя, потому что все закончилось быстро. Так же самое, как и я. Я предлагаю ему войти в весовую 75, а я спущусь в 75, то есть 75 до 80. И я думаю, что этот парень рубака, а я с радостью приму его рубку. Если ты согласен, давай сделаем это. Дайте Саше микрофон. Иди к нам, Саш, давай. С микрофоном, да. Короче, я понял, 3-й сезон все с первого. Да, не вопрос, я принимаю вызов. Давайте, стардаун тогда. Пожали руки, ребят. Молодцы, хорошее предложение. Спасибо, спасибо вам. Вопросы к Вадиму будут с зала? Саша Захожий, пожалуйста. Вот я как раз хотел спросить, какие ты выводы сделал после этого поединка, потому что бой я видел.
И реально ты на фоне того парня казался намного меньше, потому что, как ты говоришь, его 92 килограмма, тебе 84. Я тебя хотел спросить, не хочешь ли ты спуститься в категорию ниже? И он как раз... Ты тренер уже его, я так понял? Нет, ну просто он видит, ну, я смотрел этот бой, я видел, что, ну, 10 килограмм разницы почти. Я не ожидал, что он так спустится. Он хотел до 80, вроде говорил изначально. Да. Поэтому там явно казалось, Но что... я извиняюсь, что перебил. Я скажу так, в любом случае я буду спускаться в нижний вес, потому что в любом случае тяжелый вес это не мой вес, потому что, во-первых, это очень тяжелые удары, это максимально тяжелые удары, и ну, это не мое. Но я скажу одно, что я в спорте относительно недолго, где-то лет 5. То есть из этих 5 лет 3 я начал именно серьезно воспринимать спорт. Не так, что там, пойду сегодня тренировку важу, не пойду. То есть и так сложилось, что постоянно, когда я ездил на какие-либо соревнования, ну, то есть я не дам соврать себе, ни разу в жизни мне не попадался просто слабый соперник. Всегда, абсолютно всегда у меня были реально сильнее типа меня. И то есть я там, мне тренер звонит, говорит, есть там типа Варик, поехать подраться в Харьков. Но там парень, который сейчас с поясом, Кирилл Коломеец это был. И они мне говорят, этот тип в этом дивизионе, в своем весовой категории, это реально тип, который выносит абсолютно всех. То есть это, блядь, ебаная машина, которая разносит всех. И я просто сижу и думаю, да хули, ну типа... Волка боятся в лес не ходить, типа. И я говорю, я иду туда, потому что, есть такая очень хорошая книга «Иди туда, где страшно». И я иду по этой методике. Там, где мне дискомфортно, я всегда туда тулю, потому что там, именно в тех местах, где просто реально жесткие типы, там реально бесценный опыт. Ну, это считаю лично я так, поэтому... И поэтому ты вызвал собаку на бой? Ну, я просто... У тебя 1,94 м рост. Тебе гонять 10 килограмм. Собака, сколько тебе? 71. 23 сантиметра разница. Я просто сам высокий, я понимаю, что если против меня противник 20 сантиметров, ниже меня это очень легко боксировать. Ну, не знаю, то есть я не боксер великий. И он также... Не, я думаю, не сложно будет нормально. Не, на самом деле, вот в кулачке, то есть есть много примеров и из поп-ММА, там, СНГ и так дальше, когда бойцы ниже ростом за счет каких-то там космических оверхендов и так дальше доставали. Вот, наверное, Тёма может сказать. Поэтому здесь рост, ну, слушай, у Саши физика хорошая. Если ты их поставишь в этом весе, разденешь с них, ну, как бы, грубо говоря, там тычки у него будут залетать нормально. Я знаю физику Саши, я помню, как он работал. Просто, что он не раскрылся на самом деле. Может, Тёма что-то Не, он добавит? как раз раскрылся. Именно, сможет ли он сделать вес, то есть уйти вниз. Не, ну если он сказал, значит да. сможет, я думаю, он же так, отдает себе ты еще. прав, Андрей, там неважно, высокий, низкий. Как там, любимое слово Макса Маджикова, удар из-под сраки, там где-то набрал много комментариев. Если я правильно понял, мы заканчиваем, да, конференцию. Я хотел бы обратиться к бойцам. Вы каждый рассказали свою историю, как вы шли в спорт, как вы шли дальше, как вы пришли в Махач. Если вы хотите идти дальше, максимально без травм и максимально высоко на Олимп, у меня к вам огроменная просьба: тренируйтесь исключительно учитывая особенности этого формата. Не спортивного, а именно вот этого. И все у вас получится. Удачи вам. Вопросы еще есть? Нет? Всем большое спасибо за интересный вечер, за ваши вопросы, комментарии и пожелания. И до встречи на следующем Махаче.